Итак, всем доброй ночи. Как и обещала вам, у меня свечи аж образовали порталы. Странные такие. О, не могу исправить. Сейчас попробую, попытаюсь еще раз. Так, дорогие друзья, я хотела эти мистические истории записать как бы в ролике и выставить. Но потом я поняла, что когда люди после того, как рассказывают историю, спрашивают: скажите, пожалуйста, вот что это могло быть? Я поняла, что надо снять прямой эфир. В прямом эфире включить эти голосовые из уст людей и объяснить потом происхождение того, что откуда это все и что это означает. И так будет правильно, потому что мы все сразу поймем всю суть. Дорогие друзья, дело в том, что кто-то верит в это или не верит в это, но от этого ничего не меняется. Мир духов существует, и каждый в свое время сталкивался с миром духов. Сегодня мне отправили огромное количество голосовых. Я одну часть сейчас покажу и обсужу с вами, но те, которые еще хотят отправить, можете отправить. Я буду собирать и время от времени снимать прямые эфиры с вашими рассказами. Давайте, чтобы долго не ходить вокруг да около, начнем прослушивать эти рассказы, и я буду каждый раз, собственно говоря, объяснять, откуда это могло быть и что это могло быть. Да, все сталкивались, все. Сейчас вот даже я включу эти рассказы, я уверена, что многие из вас узнают такую же ситуацию. Чаще всего вот обстановка, проявление, даже вот это его как бы внешний вид очень совпадает. Это значит, что все-таки есть общность, потому что здесь рассказывают люди разных национальностей, разных вероисповеданий, да, и живущие в разных странах, и их рассказы во многом идентичны, то есть похожие. И это о чем-то говорит. Давайте начнем. Итак, вот я отдельно даже, видите, создала чат «Мистика» и кинула сюда рассказы людей. Значит, начинаем сначала. Сейчас сделаю погромче. Вы между собой общаетесь. Сейчас ничего рассказывать не нужно на чате. Ну, если хотите, можете рассказывать, но мне некогда будет вам это объяснить. Лучше прослушаем. Здравствуйте, Инга. Меня зовут Настя. Вот хочу рассказать, случай был недавно совсем. Мы возвращались с сыном младшим, ему 4 года. Шли вдоль дороги оживленной, машинной дороги, Павловский тракт называется у нас. И вдоль дороги тропа для пешеходов протоптанная. Сумерки, легкий дождь моросит, осенью рано темнеет. И подходить уже к повороту, Рома меня останавливает, сын, и говорит: мам, смотри, какой фонарик. Я посмотрела, говорю: ну, фонарик, фонарик. Ладно, Ром, пойдем, холодно. Он такой: нет, мам, ты смотри, какой фонарик. И все, и стал и смотрит на этот фонарик. Я: ну, хорошо, мелькает фонарик, яркий такой. Я говорю: Ром, ну все, пошли, хватит уже. Он: нет, мам, подожди, смотри, какой фонарик, и все. Вот смотри, какой фонарик. Я: ладно, думаю, ну что, села с ним на корточке, сижу, смотрю на этот фонарик. И в это время свист, визг, вылетает машина и не вписывается в поворот. И буквально в 2 метрах от нас останавливается. Оттуда вылетает таксист ошарашенный и смотрит на нас. Я остолбенела, на него смотрю и говорю: а вы понимаете, что я, говорю, здесь вот могла быть? То есть по этой траектории. Вот буквально 2 секунды, и говорю, мы бы здесь оказались. Если бы вот у меня сын на фонарик не засмотрелся, то вот именно конкретно по нам бы проехал таксист, он не вписался в поворот, был дождь, трасса была мокрая.
И поэтому его занесло, и он резко повернул, и вот именно по этой траектории вот такое произошло. Я, конечно, обалдела от того, что не знаю, что он там увидел, фонарик и фонарик, Рома увидел, но он остановился и вот смотрел, как будто вот с места не сдвинется, смотри, какой фонарик, смотри, какой фонарик. Вот такое вот произошло. А теперь я вам объясняю. Это как раз говорит о ночных стражах, о которых мы недавно говорили, да, ночной дозор. Раз уж пошла такая тема, и мы уже несколько дней обсуждаем потусторонний мир, это нужно, дорогие друзья, нужно обсуждать, нужно об этом говорить, знать, чтобы вы просто знали, что этот мир существует, и он реальный. И когда вы просите, он вас слышит и помогает. Это, знаете, это как, во-первых, ты ощущаешь этот мир. У всех было и стуки в двери, и ночью стуки, и ходьба, и скрип половицы, скрип мебели. Это у всех. Но более такие сильные, да, бывают моменты, когда нечем, не знаешь, как объяснить. Так вот, что происходило? От чего такое могло быть? Во-первых, она сказала, что перед этим месяца 2 назад у нее умер отец. Очень может быть, потому что только ушедшие, они очень... Здравствуй, Зухра. Они очень активны и... То есть вот недавно ушедшие, они активны настолько, что могут проявить себя. То есть они могут себя проявить в этот момент и защитить близких. Мы не можем 100% сказать, вот это были те или эти. Мы можем только предположить. Я уже вам говорила, предположить, потому что, ну, не дано нам столько понять. Это дух, это сила, это душа, это кто. Но если он помог, значит, он пришел с добрым намерением. Да, отвлекают. У многих было такое. Мне рассказывали, что внезапно, говорит, остановилась, смотрю, кошка так красиво, значит, перекатывается, там такие маневры творит. Я, говорю, поневоле так засмотрелась на эту кошку, стою, смеюсь, а она там то на спину, то на лапы прыгает, прям акробатка. А я, говорит, забыла, что мне нужно перейти дорогу, смотрю на эту кошку, любуюсь и смеюсь. Ну вот как она вот меня отвлекает просто. И вдруг выскакивает из-за угла огромный КАМАЗ и прямо летит. Там в смятку 3 машины, 4 человека погибло. И вот этот шофер КАМАЗа тоже, у него сердце остановилось, и машина, значит, неуправляемая поехала. Убила людей. Значит, кто-то знал, что кто-то умер за рулем и несется, понимаете? И поэтому тебя отвлекали, чтобы ты не перешла дорогу. Потому что если бы ты перешла, если уж водители машин не смогли избежать смерти, то тебя бы просто там зажало между ними, а тебя ничего бы не осталось. Вот о чем речь, дорогие друзья. Второй момент. Значит, был случай, когда это не ее животное, это отдельное животное на улице встретилось. Был случай похожий, просто сейчас похожий случай обсуждаем, когда женщина ночевала. Я вообще не понимаю, не понимаю людей, которые ночуют ночью в лесу, где есть медведи. Это грозный зверь. Если от льва можно убежать, лев хотя бы, он более труслив, от льва можно в машине укрыться. Медведь, он эту машину расхерачит просто вместе с тобой. Он может это все разбить, вынести. У него же другая физиология. И вот люди рискуют, идут и ночуют вместе с детьми. Вон недавно показывали же женщина, которая спасла всю семью, а ее всю изуродовала, челюсть так откусила, что просто там собирали, собирали, собирали. Ну, зачем? Я не понимаю вот такого риска и адреналина, реально не понимаю. Но есть люди вот так вот рискуют. Она говорит, мы в палатке ночевали ночью, и, ну, нам сказали, что вроде на этой территории нет медведей, там много кто ночевал. Это история из Америки. И она говорит, посреди ночи мне голос говорит, что просыпайся, возьми ребенка и поднимись на дерево.
Я, говорит, просыпаюсь от того, что мне реально вот кто-то сказал такое. Я думаю, да ладно, какой-то сон дурацкий. Легла обратно, и мне говорит опять этот голос. Ты меня слышишь или нет? Просыпайся, возьми своего ребенка и поднимайся на дерево. Я, говорит, открываю глаза, выхожу, там в палатках люди спят. Я подхожу робко, начинаю спрашивать, послушайте, может быть, здесь все-таки опасно? Они там, да ладно, успокойся, какой там, никакой опасности нет. Но я, говорит, на дерево не полезла, но я все-таки от греха подальше, все-таки испугавшись, взяла спящего ребенка и зашла в машину. Значит, машину, уложила его туда, закрыла, сижу, жду. Как будто чего-то жду и не могу понять, чего я жду. И через некоторое время вдруг говорит мне, ну, в голову приходит, мол, бред это все, надо выйти. Я за ручку хватаюсь, чтобы открыть дверь, и вдруг слышу крик, жуткий крик. Люди, значит, бегут, кто-то кричит от боли, кто-то там матерится, кто-то, значит, бежит к машине. И вот кто успел, подбежал к машине, закрылись, спрятались к своим машинам, те остались живы. Вот этот медведь грызли, он там загрыз 3 человек. Одного еле спасли, ногу ампутировали, все такое. И говорит, и причем он, этот медведь выскочил как раз со стороны моей палатки. То есть мы были бы первые жертвы, и мы бы не были живы. Понимаете, вот вам, собственно говоря, и охрана, защита. Вот кому было суждено уйти, тех не предупредили. Казалось бы, да, почему всем не сказали это? Вот кому было суждено уйти, он должен был уйти, он ушел. А вот кто должен был спастись, его отвлекли. Вот здесь то же самое. Вот понимала, эта сила видела, что этот шофер плохо едет, не справляется. Может, у него было там плохое состояние, настроение и еще что-нибудь. Вот фонарем отвлекли, ребенка отвлекли, и мать отвлеклась, и буквально доли секунды просто спасли их от смерти. Пойдемте далее. В детстве я все время слышала какие-то звуки, игру поварёжек, ложками стучали, брали тарелку, наливалась туда вода, это все сидел кто-то хлюпал. Ну, неприятно это, конечно, все было. Потом я где-то или кто-то сказал в школе или что-то, я материлась, ругалась, это все пропадало. Я болела менингитом в детстве, и у меня была перед тем, как поставить диагноз менингиту, у меня была жуткая головная боль, просто страшная головная боль. И я как-то на утро встала, подошла к маме, мама должна была мне заплести косы в такую корзиночку, 2 капроновых бантика коричневых повязать. И мама стала меня ругать, зачем ты заплела столько кос? У меня вся голова была разделена на ровные абсолютно части, и было заплетено очень много косичек. Я говорю, мама, я этого не делала. Сама думаю, у меня так болела голова, какие косы. Вот вся голова была разделена, уже потом, будучи взрослой, мы с мамой на эту тему разговаривали. Она говорит, я не знаю, кто это сделал, но человеку просто невозможно это сделать. Она говорит, я сама видела твою голову, она была разделена на абсолютно ровные такие пятиугольники, как бы вот на трапеции, на такие. И вот незадолго, как мне вот прямо уже попасть в больницу и болеть почти год, я просыпаюсь опять же от головной боли и слышу, как открывается печь. А у нас была квартира арктический вариант, обязательно с печью. И кто-то начинает выть, вот жутко плакать. Так у-у-у. Я понимаю, что это кто-то плачет. И вот это вот оно так плакало, меня прямо у меня волосы на всем теле встали дыбом, и я уже тогда понимала, что что-то случится. Ну, оно, конечно, и случилось. Когда я уехала из родительского дома и приезжала на каникулы, а в основном это был Новый год, я прям понимала, что это радостно, кто-то где-то шуршит, по полу катаются мандарины. И
Сестра по мне, конечно же, очень скучала. Мы спали в комнате вместе. Я и слышу, елка стояла у нас. Слышу игрушки тук-тук-тук, тук-тук-тук. Они прям мелодию выстукивали. Я так заругаюсь, говорю, дай нам поспать. Ну все, я только поругаюсь. Я говорю, я же устала, мы же хотим спать. И сразу тишина. Но вот этот перезвон игрушек елочных мне никогда не забыть. Когда я вышла замуж, жила с мужем, родился ребенок, и моя сестра приехала нам помогать. Мы жили, у нас была одна комната в общежитии, пока тут в свой дом не переехали. Мы спали на диване, кресло-кровать стояла рядом, там спала моя сестра. И ночью я просыпаюсь, открываю глаза и вижу над собой человека, подобие моего мужа, только у этого человека нет ног, и он на меня смотрит такими влюбленными глазами, я этот взгляд не могу передать. На меня никто никогда, это просто неземная любовь. Вот я видела вот эти вот глаза. Я до того напугалась, и я стала быстро-быстро на себя натягивать одеяло, а было жарко, я спала раздетая, и была приоткрыта грудь. Он на меня так вожделенно смотрел, и когда он увидел, что я заметила, он стал распадаться вот на такие вот атомы. Он стал как вот распадаться, я другого слова даже не могу сказать. Я жутко испугалась, я вся с головой накрылась. Днем, когда мы встали, я хожу, помалкиваю, думаю, ну как же мне спросить у сестры, чтобы ее не напугать. Я ей говорю, Наташ, я у тебя спросить хочу. Она говорит, а я все видела. Он висел прямо над тобой. Он был точь-точь, как твой муж, только у него не было ног. Я говорю, а ты видела, как он распадался? Она говорит, да, я видела. Я вот даже не знаю, кто это был. В детстве слышала. Начнем. Первое. Насчет того, что заплели косы. Дорогие друзья, домовые – это духи дома, которые оберегают, охраняют и предупреждают о болезни, о смертельной болезни. А менингит – это смертельная болезнь. Заплели косу – это значит, они показывали, что голова с головой что-то не то, что там болезнь, понимаете? Они привлекали внимание на голову ребенка, чтобы проверили голову. Вот они так заплели красиво, чтобы привлечь внимание. Иногда бывает, что ночью ощущение, как будто кошка легла прямо тебе на печень, на ногу, еще куда-нибудь. Просыпаешься, там нет никакой кошки, ничего. Они привлекают внимание на твою, как бы сказать, на часть тела, которая не в порядке. Это первое, это домовой. И все эти стуки, ходьба, это вой, когда кто-нибудь в доме может умереть или смертельно болеет, они предупреждают, плачут. Вот этот вой, если вы дома услышали плач какой-нибудь, это очень плохая вещь. Это предупреждение, это надо к врачу, это надо провериться. А если тем более вы куда-то собираетесь, надо отменить поездку и так далее. Иначе будет нехорошо. Значит, первый случай домовой. Далее, влюбленный взгляд человека, похожего на кого-либо или вообще ни на кого похожего. Это не инкуб. Это дух, который влюбляется. Я об этом рассказывала, что духи иногда влюбляются в женщин. Влюбляются до такой степени, что не могут от них уйти, отойти. Даже те, которых приставили на время охранять. Или они случайно попали охранять, они влюбляются. Я этот взгляд помню, мне было 15 лет. Я проснулась от того, что кто-то на меня смотрит очень синими глазами, кукольно-синими глазами, до сих пор это помню. Просто с такой любовью он на меня смотрит, что невероятно. У меня все перевернулось. Я была еще ребенком, я еще не знала, что такое любовь, там какие-то половые влечения и прочее. Но я влюбилась. Я вот с того времени поняла, что означает любовь. Подождите, плохо или хорошо, об этом сейчас не будем, у каждого по-своему. Эта влюбленность может закончиться, а эта влюбленность может дойти до того, что, скажем так, человек не может создать семью, не пускает, и такое есть.
И вот эти вот синие, просто влажные от слез глаза, которые на меня смотрели. Я не помню, как я провалилась в сон. Я проснулась от того, что меня кто-то целовал в губы. И вот с того времени я больше не смеялась над этими словами любовь, там туда-сюда. Мы же смеялись, ой, влюбленность, любовь, эстафеты носили туда-сюда, заполняли, кого люблю, кто там на мне женится и прочее. После этого для меня слово любовь уже не являлось темой для шуток. Я просто поняла, что такое любовь. И как-то увидела в толпе его глаза опять, года через 3. Я увидела его снова, но я увидела, я читала книгу, сидела на лавочке у нас, ну, на Кавказе, там дальше от дома есть, то есть она продолжение тропы к дому, там лавка. Я сидела, а там пролегала магистраль, машины ехали. И неподалеку я сидела, читала, и вдруг я увидела, что э, кто-то на меня смотрит. То есть я почувствовала, что кто-то смотрит, отложила в сторону книгу и увидела его, стоящий посреди дороги. Машины проезжали через него. Он стоял, он вот тот же самый взгляд смотрел на меня. Такие же глаза, влажные, влюбленные. Меня аж заколотило, задрожало. Я так закрыла глаза, чтобы не увидеть. Снова открыла, его уже не было. Так что это влюбленный дух. Пойдемте далее. После этого обычно начинаются эротические сны, после этого много чего еще. Он пытается прийти, он все время пытается к тебе, и он питается твоей сексуальной энергией. Пойдемте далее. Был еще один такой случай странный, я очень часто его вспоминаю. Но так как-то вот не помню, чем я занималась. Мне было, наверное, лет, 9 или 10. У нас был коридор, и вдоль коридора располагались 2 комнаты и кухня. Я была на кухне. И мне показалось, что открылась дверь. Хотя, как я потом вспоминала, дверь у меня была закрыта на ключ. И в дверях кухни, в дверном проеме появляется женщина. Такая красивая женщина. У нее красивое черное пальто. У нее красивые сапоги черные. У нее какая-то шапка необыкновенная. Но пальто настолько модное, что я вот смотрю, и эта женщина, она очень красивая. Она так посмотрела на меня, поулыбалась и вышла. Ну, ушла. Я побежала ей открыть дверь, спросить, зачем она приходила. Я подошла к двери, а дверь была заперта. Мама пришла, я маме рассказала. Она говорит, тебе привиделось, тебе показалось. И вот, будучи уже взрослой, как-то куда-то собирались, я встала перед зеркалом, стала смотреть на себя в зеркало. И когда я смотрела на себя в зеркало, я вдруг отчетливо вспомнила вот этот дверной проем, и в этом зеркале стояла вот эта женщина, которая в детстве стояла в дверном проеме. Я даже сейчас говорю, мне жутко. То есть я в детстве видела сама себя. Я не знаю, как это. Вообще я не понимаю, не представляю, как это произошло. Я в детстве видела сама себя, только уже взрослую. И это я взрослая посмотрела на меня маленькую, улыбнулась и ушла. И когда я была еще ребенком, я все время вспоминала эту женщину и думала, я хочу быть как она. Я хочу, чтобы у меня пальто было такое, как у нее, сапоги на каблуках, шапка. Я хочу быть такой же красивой, я хочу, чтобы у меня глаза были так же накрашены. То есть я все детство думала об этой женщине и хотела быть похожей на нее. И вот такой вот случай. Я вам сейчас объясню, что это такое было. Дело в том, что не вы сами пришли к себе, а сущность, которая знает многое, которая знает, как будет выглядеть человек в каком-то возрасте,
вот эта сущность, она пришла к вам и показала себя. Она показала, какой ты будешь, когда вырастешь. Для того, чтобы вы, увидев себя, начали равняться. Вы же, понимаете, вы же внутренне, вот подсознательно все время себе рисовали эту картину, что я хочу вот как она, я хочу. И вы притянули себе вот это вот состояние, то есть этот вкус, э, такой же тип одежды, такой же тип макияжа и так далее. Вас показали взрослой уже женщиной, какой вы можете стать. И вы, просто увидев этот идеал, вот этот идеал женщины, вы захотели всем сердцем равняться на этот идеал, и вы сравнялись. То есть вам показали, лучше тебе быть вот такой, когда ты вырастешь, понимаете? Вот и все. Они же знают, как может выглядеть человек в старости, как будет выглядеть человек ну, в молодости и так далее, и так далее. То есть они пришли просто, это была сущность, которая пришла вашим лицом, как вы и есть, вам показаться, но в более зрелом возрасте. Так, пойдемте далее. Интересные же истории, правильно? Здравствуйте, Инга. Меня зовут Мавлюда. Я хочу рассказать, про домовых. У меня много, но я хочу самое главное, один случай рассказать. Мы переехали в квартиру съемную здесь, в России. И вроде ничего было. А потом я понимаю, что что-то мне плоховатенько. Но там были цветы. Цветы назывались китайская роза. Сказали, что их нельзя дома держать. Убрали. Потом началось то, что как будто идешь на кухню, и кто-то тебя толкает, и ударяешься об косяк. Это даже и сын у меня замечал, говорит, мама, говорит, кто-то толкается. Но через какое-то время там я утром просыпаюсь, и в ногах, у нас котенок был, и я думала, он мешает, но я понимаю, что у нас котенок маленький, а это что-то тяжеловатенько. Я открываю глаза, и вы знаете, Инга, я с криком соскочила, потому что я видела у себя в ногах маленького чертенка. И он подтягивался. Детям, конечно, я сразу не сказала. Они говорят, что случилось? Ой, проспала. Но хотела с этой квартиры съехать, и я как-то все не получалось. И вроде деньги были. И вроде думаю, сейчас съеду, а тут хозяйка просит за 2 месяца, отдаю, как под гипнозом за 2 месяца. И я понимала, что меня квартира это сжирает. И я потом узнаю, что там жила бабуля и умерла от рака желудка. Время проходит, и как раз я попадаю на ваш канал, делаю чистки. Пока делаю чистки, возле батареи такое ощущение, как будто сидит кто-то трясется. И стучит по батарее. В общем, с горем пополам благодаря вам мы переехали в другую квартиру. Я не знаю, что это такое было. Я скажу, что это было. Это было место, такая берлога духов. Они там жили, они там питались людьми, они питались их эмоциями, их силой, их здоровьем, и тем самым себя поддерживали. Тем более, если вы селитесь в квартиру, где умер человек, в мучениях умер, а рак желудка, не дай бог никому, страшная вещь, то эта квартира полна вот этой боли, полна сущности, которые приходили к этой бабке, чтобы забирать, да, мучилась она там. Лучше в таких квартирах вообще не жить, а если уж вам так уж получилось, каждый по-своему рассказывает, лучше, как бы, вселяясь в эту квартиру заговорить, чтобы больше таких явлений не было. То есть, убрать, почитать там, как я учила вас, да? Сейчас посмотрю. Здравствуйте. Кажется, Меня... да, это то же самое.
Пойдемте далее. Доброе утро. Меня зовут Ирина. Я хочу поделиться такой, ну, совершенно небольшой историей из своей жизни. Поскольку я житель сельской местности, и я думаю, что каждый житель сельской местности меня поймет и поддержит, тот человек, который растет в непосредственном общении с природой, он с детства разговаривает с каждой веточкой, с каждой букашкой. То есть это для нас само собой разумеющееся. То есть природа живая. И, то есть вот у меня просто армада вот случаев помощи и в стрессовых ситуациях, и, можно сказать, в полустрессовых ситуациях, когда приходили ко мне на помощь духи и силы. То есть я не знаю, как их правильно назвать. То есть можно было, ну, бесконечно об этом говорить, но я самая кратенькая, маленькую историю. Мать живет недалеко от меня. И уже вечером, ну, смеркалось, можно сказать, я пошла к ней, засиделась допоздно, вышла уже темно, совершенно ничего не видно, но когда я шла к ней, у меня какое-то было неприятное чувство, щемящее, и я как-то вот, ну, про себя просила, то есть, чтобы, ну, только бы у меня ничего не случилось, пусть у меня все будет хорошо, и вроде как неоткуда быть плохому. И вот остановилась возле березы, так к ней прижалась и думаю об этом. И вот когда я пошла от матери, вышло уже темно. И думаю, дай-ка я, и вообще фонарей нет, они у нас светят с завидной периодичностью. И думаю, дай-ка я побегу бегом. Страшно. Хоть и недалеко, но страшно. И вот я побежала, и я вот, ну, то есть набрала уже разгон эдакий огромный, и вдруг слышу сзади крик матери: «Ирина!» Я встала как вкопанная, и мозг же нас выдает очень-очень сразу много информации за одну секунду. И я сразу думаю, боже мой, как это так? Ну, мать же не могла за мной бежать, что вот сзади такой крик. Ну, как это так? Я закричала: «Мама, мама!» несколько раз. Но я понимала умом, что ее просто быть не может сзади. Думаю, господи, ну бывает же так, вот прислышаться. И тут я делаю шаг, даже полушаг, и у меня нога натыкается на что-то твердое, я понимаю, железо. Я приседаю, начинаю вглядываться и смотреть, а там лежит барана. То есть откуда она взялась, я шла к матери, ее не было, и тут лежит барана. Ну, для городских жителей можно пояснить, что это такой агрегат, барановать землю довольно-таки большой. 3 метра в ширину, может быть 3 на 3, ну, может быть 2 на 2, но это большой агрегат с острыми большими зубьями. И барана лежит кверху этими зубьями. То есть если бы я вот неслась и не услышала этого крика, то есть меня бы в живых не было. Я бы была проколота, то есть с головы до пят. И как раз недалеко вот от той березы, где я бежала, вот где я шла, когда я останавливалась и просила, что пусть у меня все будет хорошо. То есть, ну вот такой мини-случай. А таких и крупнее было, конечно, очень много. И вещи, и сны, и какое-то такое состояние между сном и явью, вот видения, которые сбывались, и когда тебе подсказывали. А теперь послушайте внимательно. Если бы она не увидела вот лежачий вот этот металл, ее бы просто зашампурило там. Потому что побежать, я знаю, что такое барана, вот бежать на полном ходу, споткнуться и просто лицом и всем телом упасть на него, это значит, что ее просто разорвало бы на куски. Просто. Зашампурило. У нее острые шипы, острые просто до такой степени, что сейчас даже вот, может, в интернете найду, сейчас покажу. Так, инструмент. Вот где же он? Вот не выходит, блин. Ну, короче, это большой агрегат. Так, сейчас, может, да, вот сейчас вот покажу. У нас в детстве тоже было, когда кто-то внезапно наткнулся и упал на него, он перевернут, шипами хранят его, перевернуты шипами кверху. И помню, что ему удалили глаз, вот этому мальчику, потому что он
Ну, просто от него ничего не осталось. Он до такой степени все лицо искорёжил. Вот она, барана. Вот если ее перевернуть шипами кверху, вот шипами, вот просто шипами кверху лежит она обычно. Ее так хранят шипами кверху. Но это в закрытом месте какой-то урод так оставил и ушел, понимаете? Наверное, напился. Вот посмотрите, видите, барана перевернутая. Если ее перевернуть, то есть и на него упасть, вот посмотрите, если человек вот просто упадет всем своим ростом на него, он живых не останется. Вот. Вот это вот. От этого спасли. Этот самый голос. Да, для похоты. Для похоты. Вот еще тип барана. Еще есть. Вот, смотрите. Видите? Вот посмотрите. Не, вы только посмотрите. Вот на это упасть, это смерть. Это стопроцентная смерть. Вот и все. Ножи, да. Это ножи кверху. Ну, пашут землю ею, а как вы хотели? Он же должен как-то так землю как бы... Ну вот много типажей вот его, вот они все просто опасные вещи. Они все машины убийства, если не увидеть и на них наступить или на них упасть. Одно другого не лучше. И вот последний покажу еще ближе. Вот он. Вот. Что за голос был и кто был? Еще один. Вот. Это уголовное дело, конечно. Острием кверху оставлять ночью. Даже острием вниз его нельзя оставлять, она опасна в любом случае. А кверху острием это вообще скотство какое-то просто. Абсолютно какое-то. Спасибо за внимание. Так, мы это уже... Кто позвал голосом? Если бы позвали голосом чужого человека, она бы, может, испугалась и побежала бы еще быстрее. Вот вдумайтесь, да, если бы кто-нибудь позвал ее чужим голосом, какой-нибудь мужик сказал там: «Остановись!» Она бы еще быстрее побежала. И прямо на вот эту вот штуку, прямо на смерть. Что нужно делать, чтобы человек остановился? Нужно сзади, да, позвать голосом близкого человека, матери. Тогда ты опешила, как бы подумала, что это такое, как она здесь оказалась, и повернулась или остановилась. Но если бы был голос чужой, она бы прямо налетела на вот этот инструмент, потому что она бы испугалась. И вот вдумайтесь, насколько бережно относится к нам мир духов. Насколько это интеллектуальные, разумные сущности, которые понимают, что человек от чужого голоса быстро побежит, от голоса близкого человека остановится. И поэтому, именно поэтому, да, они позвали голосом матери. Пойдемте далее. И что за придурок в львином обличии вот этот тупость кидает? Еще раз доброе утро. И опять Ирина. То есть я хочу еще, ну как можно сжать и рассказать и еще один случай. То есть это уже не случай, это сон. Но для того, чтобы люди как более внимательно относились к своим снам. Был такой момент, я была доведена до крайности, и мне нужна была подсказка какая-то. И я не могла спать, то есть ужасное было состояние, и я молилась всем богам и силам, чтобы мне дали какую-то подсказку. И вот я вижу сон. Выхожу я на улицу. Над моим домом солнце, а над соседским домом сплошная чернота. И вот эта чернота идет к моему сараю и захватывает мой сарай.
И моя, одна из моих покойных кошек мечется, то тыкнется вот соседям на крыльцо, то ко мне в сарай. То есть она какую-то линию вот чертит и как бы показывает, что вот иди туда. И зимой утром очень темно. Я взяла фонарик и пошла к своей сараюшке. И фонарик этот упал у меня из рук перед самым сараем и разбился. Но поскольку зимой темно, и я побоялась его открывать, я вернулась домой, собралась на работу. Вечером я пришла, поскольку фонаря у меня уже не было, я не купила, я туда опять не пошла. И я, значит, ночью, опять начинаются ночью кошмары. И вот я опять начинаю, как сказать, возопила опять ко всем на свете богам и ко всем силам, что помогите мне, ну покажите мне, что мне делать, вот что это такое. И мне снится сон. Старинная такая столешница от стола, от старого, такая тесаная, и она стоит к стенке прислонена к какой-то. И потом опять моя кошка вот эта прыгает мне на окно в спальню и тычется носом в угол. Но я тут же вскочила, я сразу отодвинула занавеску и смотрю, с той стороны что-то у окошка прилеплено, такое как кусок теста. И утром, когда уже я дождалась, пока будет светло, опоздав на работу, я открыла сарай, а там стоит эта столешница, вот такая огромная от старинного стола, прислонена к стенке, а за этой столешницей лежит сшитое платьице, то есть из материала, каким обивают гробы. И оно вот сшитое, видно, специально, каким-то образом, тоненькое платьице и с непомерно длинными и тонкими рукавами. А на следующую ночь я опять продолжала опять возносить молитвы ко всем силам. И на следующую ночь, то есть кто это, зачем это, и на следующую ночь, то есть опять к утру я забываюсь, и мне говорят фамилию четко. Я настолько это было неожиданно, я знаю этого человека, и я кричу: не может быть, он не мог это сделать, зачем? А мне говорят: а ты посмотри в сторону. Его просили сделать. Я поворачиваюсь в сторону и вижу, значит, стоит человек, женщина, и закрывается воротником. Но я узнала эту женщину. И тут я провела параллель, откуда все идут мои несчастья. Вот такие вот сны, которые мне помогли. И теперь я работаю в нужном направлении. Благодарю за внимание. Я сейчас вам объясню, что это такое. Если род сильный, если хранители рода сильные, вот вы не поверите, сейчас меня качает вот такое ощущение, что дом вот... Я просто молчу, ничего не говорю, но такое чувство, как будто вот землетрясение, как будто здание качает, и я просто сижу, делаю вид, что все хорошо, а вот качает все вокруг. Ну, бывает, ладно. По ночам такие темы, когда раскрываешь, обычно порталы открываются, поэтому необычное состояние у людей. Значит, предупреждают через сон людей обычно наши предки. Или покровители, если есть, да. Опять же, наши покровители, которые видят, что ты просто не понимаешь, не видишь опасности, и люди, которые рядом с тобой, они тебе строят такую ловушку. Часто бывает во сне человеку говорят, например, иди проверь там документы. Или будь осторожен там в этот день с проверкой. Или будь осторожен в чем-то еще. Вот. Нет, Яна, но значит, у тебя не было такой опасности. Значит, тебе никто не привозил там материал из гроба и не подкидывал, понимаешь? И они как бы показывают, от кого ждать опасность, чтобы человек просто видел, что строит козни, и был осторожен. Вот в этих вещих снах предки и показали, собственно говоря. Давайте дальше посмотрим. Добрый день, уважаемая Инга. Хочу рассказать о своем опыте общения с духами леса. Поскольку я очень часто бываю в лесу, собираю грибы, ягоды, просто отдыхаю, просто гуляю.
Во-первых, ну, в лес я езжу всегда с угощениями для духов леса. Всегда объясняю причину своего визита и спрашиваю разрешение. И вот однажды, приехав в лес, который я достаточно хорошо знаю, зайдя метров 100 в лес, я поняла, что грибов, в общем-то, нет, запаха грибного тоже нет. И решила, что ну, не стоит сегодня гулять по лесу, нужно возвращаться и ехать домой. Прошла я буквально метров 100, посидела на пеньке, поблагодарила лес и повернула в обратную сторону. То есть, 100 метров я прошла, потратила минут 15-20. И каково же мое было удивление, когда за эти же 15 минут, это при том, что я знаю достаточно хорошо лес, я вышла где-то километра за 2-2,5 на другом конце леса. За 15 минут я чисто физически никак не могла там оказаться, при том, что я абсолютно уверена, что я повернула назад, и даже если бы я вдруг начала там блудить, но за 15 минут от места захода я никак не могла оказаться, пройти 2-2,5 километра. Думаю, что таким образом я просто попала в какую-то воронку. Но благо я хорошо оттуда выбралась, без каких-либо происшествий. И хотела рассказать еще второй случай. Так, секунду. Дорогие люди, это не силуэт. Вот здесь есть силуэт, а это всего лишь статуя Тиграна Великого. Не фантазируйте. Это его статуя. Видите, нет? Так что здесь никакого именно вот силуэта нет. Вот в этой стороне что-то есть образовано, и вот здесь, в воздухе. А это статуэтка. Пойдемте дальше. Также, приехав в лес, оставив угощение для духов, я решила спросить у лесных духов, а есть ли грибы в лесу? И каково же мое было удивление, когда щебечущие вокруг меня птицы вдруг начали мне отвечать. То есть я услышала и щебетание птиц, и как бы голос внутри себя, что да, есть грибы, иди направо, иди налево, посмотри вниз. Я решила довериться этим голосам. И действительно, то есть когда я шла направо, то есть по голосу птицы, которые я воспринимала и как бы интерпретировала для себя таким образом. Но это реально была как бы смесь человеческой речи и птичьего какого-то щебетания. Но тем не менее это было для меня понятно. Я смотрела вниз, и действительно под ногами у меня оказывался съедобный гриб. Потом я, срезав этот гриб, спрашивала, в какую сторону мне идти. Слышала опять щебетание, там, иди налево, иди прямо, повернись туда, повернись сюда, смотри под ноги. И действительно четко у меня под ногами были грибы. Этому я была несказанно рада, конечно, такому открытию, что я вдруг понимаю, и духи леса со мной как-то заговорили. А потом, через несколько дней, я решила также заехать в этот лес после работы, уже достаточно вечером, но поскольку лес тоже достаточно хорошо знаю, оставила угощение и спросила у леса, есть ли грибы в лесу, могу ли я их пособирать. Кому же было мое удивление, когда я внутри себя услышала голос, некая смесь человеческого и птичьего щебетания, что нет сегодня для тебя здесь грибов, уходи. Ну, я, конечно, подумала, что такого быть, в принципе, не может, грибной сезон, но как бы решила все-таки духов не послушать и пойти насобирать грибов для жарки. Времени у меня примерно было, час-полтора до темноты. Грибов я, конечно, насобирала, но я заблудилась. Причем заблудилась в том лесу, который я достаточно хорошо знаю. Мне пришлось выбираться по буреломам, там по каким-то болотам. Вышла я, конечно, далеко достаточно от места, куда я зашла. Была уже темнота, то есть где-то часов 9-10, это период времени осень-сентябрь. Это было как раз-таки 29 сентября. Для себя я поняла, что в этот период, в этот день в лес, в общем-то, ходить
Не стоит, что духи меня же предупреждали, но не ходи сегодня в лес. Для тебя сегодня здесь нет грибов. А слушалась, ну, получила то, что блудила, там по темноте где-то лазила по каким-то буреломам. Конечно, я вышла, добралась до места, там, до машины, благополучно добралась до дома, но вывод для себя я очень хороший сделала. Кстати, было бы очень интересно узнать ваше мнение. Почему именно 29 сентября нельзя собирать в лесу грибы? Первое. Всех вам благ. Первое. Значит, возможно ли слышать в каких-то шебетаниях или в каких-то там других животных проявлениях, да, в звуках, какую-то информацию? Да, именно таким образом ведьмы и понимают язык животных, именно таким образом ведьмы и понимают язык природы. Вот таким образом они вычисляют среди шебетаний и прочего человеческие голоса. Один орнитолог, который записывал, значит, крики птиц для фильма, ну, шебет птиц, в общем, и так далее, внезапно дома, когда включил, он с ужасом обнаружил, что между птичьими голосами чьи-то слова еще выскакивают, разговор. Это подсознательное внушение, либо духи вот таким образом дают о себе знать, отвечают человеку. Человек один раз сказал, знаете как, поинтересовался ими, а они интересуются этим человеком. Вот они ему подсказали, куда идти, как идти. Вроде бы это смешно, получается какой-то, ну, нелепица какая-то, но с другой стороны, если прислушаться и один раз, два раза, три раза это действительно так и получается, то человек понимает, что некое разумное существо ему подсказывает. Вот точно так же и услышали: кота отпусти в лес на месяц, потом забери, он будет как шелковый. Значит, это первый момент, да, как она поняла. Она сначала ради интереса, просто ради любопытства, просто так от себя сказала, и потом получила некую информацию, которая, значит, оказалась полезной. Следующий момент. Почему сказали, тебе здесь нет места, сегодня нет для тебя грибов, иди. 29-й день. 29-й лунный день – это ночь Гекаты. 9-й лунный день, 19-й, 29-й лунный день. Я родилась 29-й лунный день Гекаты. У нас была буря, и просто деревья с корнями вырывала и переворачивала. У нас была жуткая буря. Люди вообще боялись выходить на улицу и говорили, это ведьмина ночь. И вот тогда я родилась в эту ночь. У меня мама мучилась, чуть не умерла, но все же я появилась на свет. Так вот, 29-е лунные сутки – это ночь Гекаты. Геката со своей свитой проходит по лесу, и она не любит, чтобы там были, скажем так, лишние люди, свидетели. И обычно в 9-й лунный день, в 29-й, 19-й, вот где 9-9, люди избегали вообще ну, идти в лес или в дикое место. Потому что в этот день, это ее день, она празднует, она проходит этим, как бы, вот своей свитой посреди лесов. И, естественно, там люди быть не должны. Да, обычно в такое время и случаются самые страшные вещи. Медведей травят на людей, волков травят на людей, люди как бы уже ходят там, ищут выход и дорогу. Игнорировать такие вещи нельзя. Если тебе внутри какой-то голос говорит, или ты знаешь, что в этот день не стоит, не игнорируйте. Она еще легко отделалась. А теперь я принесу зарядку, потому что я боюсь, что у нас не хватит зарядки и времени, то есть, чтобы довершить вот эти все голосовые, а здесь очень много.
Я секунду сейчас подключу. Ненадолго. Он сейчас перезагрузится. Мгм. Ну вот и прекрасно. Пойдемте дальше. Не надо ничего писать, кто когда родился. Это никого не интересует. Не каждый, кто рожден 29-й лунные сутки, есть ведьма. Так. Моя история первый раз произошла, было мне 6 лет, был 7-8 месяц после бабушкиной смерти. Я спала над окном, и я не знаю от чего, но я проснулась. Проснулась и увидела воочию, как бабушка сидит рядом со мной и показывает на меня пальцем. Я не могла ни пошевелиться, ничего не сказать. Это было полное оцепенение. И это, наверное, продолжалось, ну вот, как я это понимаю, наверное, минуты 3. То, что я не могла пошевелиться, что-то сделать. И буквально по истечению этого времени я подорвалась, расплакалась. Ну, маленькая была, здесь ничего не сделаешь, фактор. Но в тот день я четко запомнила, потому что сплю возле окна, было полнолуние. Я как бы эти два момента не связываю, но просто как вот именно что запомнилось. Второй раз у меня получилось столкнуться, было мне лет 12, наверное, опять я столкнулась с бабушкой. В мою комнату была дверь открыта, и мне с дверей было очень хорошо видно нашу кухню. На кухне у нас большое окно, и я вижу, как стоит бабуля возле окна и смотрит в окно. Она на меня не поворачивается. Она не подает никаких признаков, там, чтобы я на нее обратила внимание. А вот просто стоит и смотрит в окно. В силу возраста, опять-таки, я опять испугалась этого. Но потом больше она ко мне не приходила. Я была беременна, это был 2017 год, это третья моя история. Я уснула на кровати с мамой, и ночью я проснулась непонятно из-за чего. Я подняла глаза в угол комнаты, было темно, ну то есть зрение привыкшее, никаких ни пятен, ничего уже не должно быть. А тут я вижу просто-напросто руки, которые ко мне тянутся. Это были не классные, там, белые, пушистые руки, ну, там, чтобы там, отдаться, и все было бы круто. Нет. Это были очень черные руки, которые хотели что-то с меня взять. Это продолжалось с периодичным успехом у меня, наверное, с месяц. Ну, то есть это продолжалось не каждый день, а вот там, ну, вот какие-то дни определенные. Но в этот раз у меня почему-то не сыграл фактор страха вот этот вот. То есть я, когда это первый раз увидела, я про себя начала, ну, говорить слова, я говорю, я не боюсь, уходите. Я говорю, вам здесь делать нечего. Ну, то есть вот так вот я это все в себе переживала. Я говорю, нет, не про меня. Ну и после этого момента очень много приходится сталкиваться с какими-то вот такими необъяснимыми вещами. Я не знаю, почему там мне это показывают, почему открывают. Ну, я вас благодарю. Я вас благодарю за такую возможность поделиться чем-либо с вами, с вашей группой на YouTube. Я вас благодарю. Спасибо вам большое и всех благ. Сейчас я вам объясню, что это такое. Во-первых, бабушка. Она, видимо, была обижена на что-то, на родственников. Но поскольку у детей открыта видимость, Пусёнок, ты чё храпишь? Пуся храпит, как дед старый. Пусь! Храпит, вот храпит всю ночь. Поскольку у детей открыто видение, у них еще не закрыто. У нас закрывается, когда мы начинаем соображать, понимать уже много. Да, у нас закрывается это видение, связь с потусторонним миром. Поскольку вы были ребенком, вам пришла бабушка, чтобы показать
То есть через вас хотела передать, что она обижена на что-то, на родственников. И второй раз точно так же. Пришла, встала и с недовольным видом смотрела в окно, то есть показывая, что ее не устраивает вот то, что у вас в жизни происходит в семье. Может быть, тогда конфликты были у родителей. Может, у этого дома было, знаете, другое предназначение, у нее, может, другие были планы на этот счет и так далее. Она, значит, пыталась показать свое недовольство, но видели только вы как ребенок. Следующее, многим беременным это мерещится, то есть это видится, так правильнее, мерещится, когда к ним тянут руки. Черные руки. Ты смотри, как храпит, а не дает мне. Пусёнок. Да, да. Скорее всего, это наведенная вещь. Особенно в беременности женщина очень уязвима. Если, например, кто-то, да, если, например, кто-то, значит, не желает вашего присутствия в этой семье и наводит на вас что-либо, то вы видите, как к вам тянутся эти руки. То есть это, скорее всего, сделано на то, чтобы вы потеряли ребенка, понимаете? Чтобы вы не доносили этого ребенка. Вот на этом страхе руки тянулись, чтобы забрать его душу от вас. Но поскольку вы оказались храбрее, сильнее, не поддались этому, он, поняв, что не может питаться вашей энергетикой, ушел. Но когда к вам тянутся какие-то руки и так далее, это чаще всего порча. Это чаще всего именно на выкидыш сделанное, чтобы вы потеряли. Это чаще всего, чтобы вы расстались, чтобы семья распалась и так далее. Вспомните в этот момент, был ли конфликт с кем-либо, кто не хотел вашего присутствия в этой семье. И вы поймете, почему к вам приходили эти темные духи. Это насланная сила, которой вы как бы не испугались, не поддались, и она убралась. Дальше. Добрый вечер, Инга. Меня зовут Ольга Яицкая. Я изучаю ваш канал. Мне он очень нравится. И мой рассказ к ролику «Встреча с призраками» я бы очень хотела рассказать. Это были 90-е годы, конец 90-х годов, когда еще у нас выкручивали лампочки в этих пролетах в подъездных. Вот. На тот момент я была как бы еще совсем молодой девчонкой. И со мной произошел такой случай. Мы жили в многоэтажке, и квартира была на 2-м этаже. А на 1-м этаже под нами жили пожилые муж с женой. И вот именно в тот момент умер дяденька, получается. Вот. У них в квартире. Ну, то есть вот соседи наши. Бабушка осталась жива, а дед умер. Ну, его уже похоронили, я не знаю, не помню, сколько дней прошло со дня похорон. И была зима. Я зашла в подъезд с зимы, с снега много было, очень он блестит, как бы слепит этот снег. И я захожу в подъезд, и тут какие-то гады выкрутили лампочку. И вот в этой тьме, вот с этого снега, с белоснежного я захожу, и я плохо вижу, но я вижу, что напротив дверей на 1-м этаже, вот где эти бабушка с дедушкой жили, стоит мужчина. Мужчина стоит и склонил голову. Мне показалось, что он был немножко в какой-то шляпе и в каком-то вроде бы как плаще. Он стоит и ждет, когда ему откроют дверь. Я его очень отчетливо вижу. Но мне, чтобы пройти на свой пролет, подняться на 2-й этаж, нужно, чтобы он подвинулся. И я ему говорю, что мужчина, отойдите, пожалуйста, я пройду. Он молчит, он как стоял, так и стоит, не пошевелился даже. Я опять повторяю, что отойдите, пожалуйста, отодвиньтесь, мне нужно пройти. Он опять как стоял, так и стоит. Он даже не обратил внимания совершенно в мою сторону, даже не повернулся ни головой, никак, ни сяк. И тогда я понимаю, что он меня не слышит.
рукой его по плечу трогаю, бью вот так вот, что вы отойдите, вы меня слышите, не слышите, подвиньтесь, пожалуйста. Вот когда я стала его бить по плечу, оказалось, что там никого нету. Я его руками не чувствую, но я вижу глазами, что он стоит. Что я тогда делаю? Тогда я прохожу. И прохожу, получается, на свой пролет сквозь него. Поднимаюсь потихоньку, а сама же думаю в голове, боже мой, ну что это такое? Ну я же своими глазами его видела. Не может быть такого, чтобы там никого не было. И я решаюсь повернуться назад. Но хочу сказать, в тот момент, когда я через него проходила, сквозь него, у меня была совершенно пустая голова. Никаких мыслей, никаких эмоций, ничего. И только вот когда я поднялась, у меня стали мысли мои возвращаться, я стала соображать, я повернулась назад и думаю, посмотрю, что все-таки он там есть или его там нет. Когда я повернулась назад, то я вижу, что с меня как будто, вот знаете, обрывки, если взять черный целлофан, вот обрывки вот этого целлофана, как будто бы с меня вот так вот слетают и обратно образуют вот этот вот силуэт, который я все-таки вижу, продолжаю видеть его. Ну, естественно, я не знаю, что это было, ничего не могу сказать. Я забежала домой, дома никого не было. Я закрылась полностью на все двери, но я уже тогда, в тот момент, я уже испугалась. Я уже поняла, что что-то не то. И начала рыдать. До сих пор я вспоминаю, не могу понять, что это было. Как это было. Но видеть я четко видела, я даже сейчас могу подтвердить, что я видела это все своими глазами, видела реально. Вот, но мужчина этот не реагировал на меня, у него никаких эмоций, ничего совершенно не было. Вот он как стоял, немножко склонив голову, прямо возле у косяка двери, он стоял и как будто бы ждал, что ему должны открыть эту дверь. Вот такая история была у меня очень. Объясню, что это такое. Если тем более там рядом умер человек, это значит, что эти силы в тот момент были очень активны. И рядом сущность, и вообще, если рядом кто-нибудь умирает, да, всегда ощущение такое, что вот активность потустороннего мира, активизируется потусторонний мир. Я помню, когда у нас пришли, позвали отца, сказали, мол, там вот армяне, там говорят, что мальчик вот в аварию попал, что-то такое. Этот мальчик сел за руль, избалованный был мальчик, и поехал. Милиция, увидев на полной скорости едет машина, значит, угнались за ним, начали стрелять по колесам. Он врезался в мусорный бак или в какой-то другой, я не помню, перевернулась машина, и он погиб. И вот когда они пришли, сказали, мол, пошли, что там такое, пошли, узнали, что он погиб, его отвезли, значит, в морг. Но когда наша родня поехала узнавать, мы еще не знали, что случилось, кто там, чего там. И я заходила на кухню, летняя кухня, у нас дом частный, внизу летняя кухня, я захожу на кухню, и перед тем, как зайти, в двери, просто в дверях, в такую жару, был июль месяц, Волгоградская область вообще жарко, там полупустыня, там равнина. И вот в эту жару поднимается занавеска, как от ветра. Вот просто мне по лицу бьет. И я так испугалась, у меня просто, знаете, как облили холодной водой. И я подумала, 100% этот Миша погиб. Вот умер он. И когда наши пришли и сказали, я говорю, умер, он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, у меня предчувствие такое, что он умер. И они говорят, да, вот, говорят, пока доехали, пытались откачать, и ни в какую. Прям перед нашими глазами он испустил дух. Он умер. И вот, то есть, когда уходит человек или рядом, или где-нибудь еще, значит,
вот активность настолько велика вот потустороннего мира, что не удивляйтесь, что и сущности могут появиться и в ваших домах, и рядом смерть, и приходит активность духов. Вот этот случай о чем? Это случай о том, что они пришли, значит, пособолезновали, вот человек умер туда-сюда, и пришли, и вот сущности активизировались. И один из них, как бы, может быть, там тоже кто-то был болен смертельно, может, через некоторое время и тот человек помер. То есть, и она увидела сущность. Вот. Да, в морге кто работает, особо так не зацикленный, как обычный человек. Обычный человек один раз увидит и в ужас приходит. А я знаю людей, которые работали в морге и говорят, я сижу, заполняю очередную там справку о смерти ночью, там 1:30 ночи у нее там смена. Вот. Да, они пока не выпьют. Но она не пьющий человек, она трезва. Она говорит, я в смену зашла, значит, приняла, вот сижу, заполняю эти, значит, анкеты, справки на завтра, вот, ну, смерть человека, от чего наступила, как, справку с морга. И вдруг, говорит, я вижу, девушка заходит, прям дверь открывается, и заходит девушка. Я, говорит, смотрю на нее, вроде не узнаю, ну, такая у нас не работает. Я хочу сказать, ты что, новенькая, кто ты? И она говорит, идет прямо на меня, вот не останавливаясь. Я думаю, сумасшедшая, что ли, что это такое? И она прямо говорит, вот идет, ну, к моему столу, ко мне вот прям, вот так идет. Я, говорит, в сторону отодвигаюсь, я говорю, что ей надо? И она проходит через стол и стену, и уходит. И вот приходит, значит, мужик молодой и говорит, мол, давай, Зуля, быстрее там заполняй и заходи. Девушку привезли только что, вот погибла. Значит, вот так. И я, говорит, захожу в этот зал, и я вижу ее, она лежит. И я, говорит, с тех пор мне стало так дурно, так плохо. Хотя, говорит, я работала, я и бомжей привозили, кого только не было. Но такого случая... Она прямо прошла, и мне говорит, иди туда, я захожу, она лежит. То есть вот после таких случаев вообще нехорошо, но ночью говорить о таких вещах. Ну да ладно, ничего страшного. Бывают у них страхи, когда слишком ярко выраженные моменты, понимаете? А знаете, такой момент, когда бомж ночью проснулся, его, значит, привезли, кинули туда и не стали трогать, пока не стали его, ну, в общем... резать, футбол шел, и вот эти все санитары, эти пошли смотреть футбол, врачи. Значит, болеть за «Спартак». Сидели, болели за «Спартак». Да, и этого бомжа, значит, оставили. Он там лежал, думает, ну, все равно, кто им интересуется, потом к утру сделаем. И тут, говорит, этот бомж просыпается, начинает разговаривать, бормотать сам по себе. И значит, орёт оттуда, значит, эй, чё такое, блин? Все поумирали, что ли, тут? И вот они слышат с этого зала крик. Что это за такое? Все поумирали, что ли? Они говорят, пули улетели. Потом оказалось, что просто он был живой. Его очень сильно избили. Вот. И, значит, да, но он был мертвецкий пьян. Ну, вопрос интересен, да? Что это такое? Все поумирали, не могу понять. Да, все говорят, что я бы испугалась, я бы обделалась. На самом деле, когда вы сталкиваетесь с этим, в этот момент вы ничего не чувствуете. В этот момент вы ничего не чувствуете. Значит так, вопросы здесь не задаем. Вопросы здесь не задаем, Елена. Здесь уже вопросы заданы, и мы отвечаем. Так вот, это была сущность. Просто была сущность. И, собственно говоря,
она вот увидела именно сущность. Но он не обратил на нее внимания. Почему? Потому что она была ему неинтересна. Он пришел за другими. Поэтому он и не обратил, он не отвлекся на ее сторону. Сейчас это еще раз посмотрим, который из... Здравствуйте, уважаемая Инга. Я посмотрел «Встречу с призраками», ролик на ютубе, и я решил тоже поделиться своим жизненным путем. Я постараюсь без пауз и вложиться в эти 2-3 минуты. Были у меня вот еще в детстве, но я их не помню, но самые-самые-самые запоминающиеся моменты это начались с тех пор, как я начал работать в Португалии. Вот, тоже левитации были несколько раз, и потом душили даже один раз, было такое. И потом есть один очень важный момент. Я помню, я тогда был в депрессии такой, глубокой, скажем так. Вернулся я с работы, в общем, лег спать. И я очутился в одном интересном месте. И то существо сказало, чтобы я никому не рассказывал, что я там видел. Но я могу вам рассказать, если вы мне позволите. И после того, как это существо сказало или сказал эти слова, я почувствовал свое холодное тело и первым делом почувствовал сердце, что оно начинает биться. Потом руки, ноги, пальцы ног, пальцы рук. И медленно-медленно я открыл глаза. После этого уже в Швейцарии, я эмигрировал в Швейцарию. Раньше тоже левитацией. Начал к этому относиться. Нет, подождите, стоп. Левитация, она бывает, и она присуща людям. И это реальность. Это полная реальность у многих людей, левитация. Ощущение, они же не тело летает, но ощущение, что ты двигаешься по дому. Ты лежишь, спишь, или открываешь глаза, и такое чувство, что ты вот поднялась, что дом в непонятном каком-то состоянии, ты как бы к потолку поднялась. Это чувство левитации, вот именно в этом смысле левитация, а не то, что вот там тело поднялось. Это ощущение, это ментальное состояние. Иногда во сне тебе кажется, что ты летаешь, и ты просыпаешься, и ты понимаешь, что это очень живой был сон. Я видела такие сны и часто вижу, когда я поднимаюсь и летаю. И это нормально. Это говорит о взлете каком-то, или это говорит о том, что состояние, вот подсознание очень сильно меняется, и у человека постоянный выход из тела. И это опасно. Где-то это опасно, может не вернуться человек. Давайте дальше послушаем. Но неудивительно, если депрессивное было состояние, то состояние левитации очень нормальная вещь, сопровождает вот это все. Пойдемте дальше. Сперва, когда я почувствовал это, первая левитация, да, это было жуткое такое ощущение. Но потом привык, и как каждый христианин, ну, я не знаю, как сказать по-другому, но потом начал матюкаться вот прямо, и потом отстали. Почему отстают, когда человек начинает материться? Объясню. Мат – это выброс отрицательной энергии. Если приходят определенные черные духи, человек начинает материться, отдавать им ту самую энергию, которую они хотели, зачем пришли, отрицательную энергию. То есть они получают эту энергию без особых усилий. Ты сразу им отдаешь, да вашу, да это вот, да пошли бы вы. Ты злишься, и внутренне вот ты отдаешь эту вот, да, отрицательную энергию сразу же, и они берут и уходят. Но это не спасение, это ненадолго. И вот до чистки тоже была одна такая. Кстати, тоже интересные сны, но это не по теме. И вот следующая встреча тоже с таким существом. Это было на 2-м месяце чистки, если не ошибаюсь. Я помню, спал, и двое как бы взяли так с правой и с левой стороны и понесли куда-то. Я как бы так испугался, но потом расслабился, сказал, будь что будет, хуже уже не будет. И понесли куда-то по каким-то ступенькам перед одной, я могу так сказать, женщиной. Она вся в черном, и вокруг все серо так.
Нет, Ян, он не фантазер. Я с ним работаю, работала. Если помнишь, и с ним, и с его мамой. У него реально это было, потому что ему отомстили, сделали, и поэтому у него постоянно это было. Его все время пытались вырвать и вывести и так далее. У него это реально было. Он сам мне это не говорил, я это увидела, поэтому это реальность вполне. У него постоянно были вот такие состояния на грани сумасшествия. Нет, нет, у него были на грани сумасшествия. И поэтому это состояние реальность. Я знаю, что ты никому не веришь, но когда один раз ты увидишь его в шляпе и в капюшоне, вот тогда я на тебя посмотрю. Спокойно, такая хорошая обстановка. И, в общем, эти двое держали так плотно. Моя мысль, сейчас меня ударит. Но нет. Была такая длинная рука, она так быстро приблизилась к моему лицу. И вместо того, чтобы ударить, она погладила мою левую щеку. Ну, вот это самые запоминающиеся моменты. Вот так. И если я где-то что-то неправильно сказал, прошу. Нет, все правильно сказали. Просто человек не очень может выяснить, изъясняться по-русски. А дело в том, что держали и так далее, это означает, что у него был тот самый паралич, когда парализует, и ты не можешь двигаться, но перед твоими глазами какие-то предметы двигаются, люди, лица появляются, руки и так далее. Это было у него, и постепенно это прошло и проходит. Это тоже один из видов давления извне, но это реальность, это вполне реальность. Так. Здравствуйте, уважаемая Инга. Меня зовут Зинаида. Благодарю вас за такую возможность поделиться с вами и с людьми с историями своими о встрече с духами. У меня 3 истории, постараюсь четко и лаконично их рассказать. Мне было 5 лет. Умерла тетка моей мамы, которая жила с нами. Я не помню, при каких обстоятельствах в полусне я вижу как будто свою кроватку, и над ней стоит она с поднятыми руками. Я резко разворачиваюсь, открываю глаза и вижу ее. Это первая история. Вторая история. Мне было 12 лет, когда умер мой дедушка. Мы с сестренкой ночью лежали, она, видимо, уже спала. Я слышала шаги и голос. Он звал мою бабушку, как он звал ее обычно, Зина Петровна. Вот, я его не видела, но это слышала. И третья история. Незадолго до смерти моей бабушки, наверное, за полгода или даже за 1,5, я точно не помню, я прилегла днем и в полусне вижу, как садится, как будто все серое вокруг, как садится на кровать женщина, седая, с пучком на голове, и смотрит на меня. Я резко открываю глаза, и вверх поднимается четкий, вот как из лампы Аладдина, такой дым серый. Вот, это 3 истории. Еще раз благодарю вас за все, уважаемая Инга. Всего доброго. Спасибо. Значит, если после смерти дедушки он пришел и позвал бабушку тем именем, как обычно называл, это называется «пришел прощаться». Обычно они приходят, прощаются и называют именно тем именем, которым ласкательно, или как вы привыкли, чтобы они называли родных, близких. Это прощание. Встречи с духами, вот именно когда они садятся рядом, когда вот седые и так далее, вот смотрят или поворачиваются, как это объяснить? Это порталы. Они проходят иногда через наши комнаты, через наши дома. Бывают активные моменты. Бывает, например, 5-6 лет живешь в одном доме, ничего нет, потом в один день ты увидела вот такое вот видение, после этого очень страшно, но он больше не появляется. Просто проходит. Это
Воспринимайте спокойно. Если это часто повторяется и сопровождается какими-то страшными вещами, преследованиями и так далее, значит, в этом доме воронка. Значит, из этого дома надо уйти, либо бороться с этим, но лучше уйти. Потому что вот помните, да, дом этих пороховщиковых, которые начинает, то есть которые купили, не купили, а арендовали дом своих предков. И вот эти все... Что это было? Ну ладно. Вот эти все старые дома, они на самом деле как воронки, понимаете? И они видели это, слышали, на с ума сходили. В конце концов же она повесилась, и он умер. И она говорила, что ей приходят духи и говорят, что здесь они собирают, значит, души. Ну вот зачем жить там, где ты понимаешь, что тебя рано или поздно заберут, или жуткий был холод сейчас вот по ногам. И какое-то дыхание. Я думала, Пуся, что ли, рядом. Посмотрела, никого нет. Ну это ладно. То есть, если это один раз было всего лишь, ну, воспринимайте как обычная вещь. Ну, мир духов существует, и он может себя проявить. Если это постоянно, это нехорошо. Дальше. Инга, добрый вечер. Расскажу вам такую историю со своего детства. Я была совсем маленькая, наверное, мне было годик или полтора. И родители пришли, где-то были в гостях, пришли домой, значит, уложили меня спать в кроватку. И ночью, среди ночи, меня разбудила птица. Села над моей головой очень большой ворон. Он прям раскрыл крылья и над моей кроваткой, именно над головой. Я, конечно, очень испугалась, начала плакать. Родители встали, мама меня взяла на руки. И по истечении скольких лет я помню вот эту картину. И даже сестра, когда была еще жива, я рассказывала этот случай. Она говорит, ну как ты можешь помнить? Ты ведь маленькая совсем была, может, тебе это приснилось, может, тебе привиделось. И я рассказала, как стояла мебель в то время, хотя я была совсем маленькая, но рассказала, где моя кроватка стояла, какая мебель стояла. Она говорит, ну как ты могла это помнить? Я не знаю, к чему это была птица, но я очень хорошо помню и по сей день. Несмелые люди не могут в магии быть. Это на ваш вопрос. Теперь, Инна, это твоя запись о вороне. Теперь смотри, из всего рода ты одна осталась живая. Остальных нет. Ворон сел на тебя, на твою голову, над тобой. И он просто взял тебя под покровительство, но тем самым это было предупреждение, что весь род вымирает. Останешься ты одна. Ты же сейчас одна от всего рода. Вот и все. Он пришел предупредить, не приняли всерьез, подумали, что это все сказки. А вот он пришел показать, что из всех останешься только ты одна, остальные уйдут. Так и случилось. Сейчас ты абсолютно одна из всего рода, все ушли. Вот тебе и ворон. Так, по-моему, вот это. Здравствуйте, уважаемая Инга. Вначале хочется поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказываете нам, обычным, простым людям, ну, не всегда даже умным. Вы уж не обижайтесь на нас. Спасибо вам огромное. Моя фамилия Сапарова. Я уже довольно взрослый человек, и мне уже 50 лет. Но хочу рассказать буквально несколько историй, которые со мной произошли. Первый раз это случилось, когда мне было 18 лет. Я спала ночью в своей комнате и проснулась, вдруг почувствовала такой страшный леденящий холод и проснулась от ощущения того, что вроде кто-то на меня пристально смотрит. Когда я открыла глаза, я увидела в углу красные горящие глаза. Это был ужас и шок какой-то непередаваемый. Они смотрели на меня так зло и так пристально, меня просто трясло, и я стала дико кричать ночью. Прибежали, разумеется, родители.
стали меня успокаивать. Мама сказала мне, что я заучилась, что надо меньше читать, меньше придумывать себе всякие вещи. В общем, они меня успокоили каким-то образом, но после этого случая я спала с включенным светом около месяца, потому что реально ощущала чье-то присутствие в своей комнате. Но прошло какое-то время, я стала студенткой уже, училась в институте. И однажды я бежала на коллоквиум, очень сильно торопилась. Подбежала к остановке, ждала транспорт. На остановке было очень много людей. Ну, когда я была молодая, вообще я была очень яркая, красивая девочка, всегда хорошо одета, и всегда на себе ловила очень много-много любопытных и, в общем-то, восхищенных взглядов. Но в этот момент я вдруг увидела, знаете, почувствовала и как-то краем глаза увидела, что на меня никто не обращает внимания, словно, знаете, меня нет. Когда я повернулась, рядом с собой я увидела старого-престарого деда, как мне тогда показалось, наверное, лет 95. Причем он был одет в такие, знаете, национальные одежды, что тогда никто этого не делал. Это был 89-й год. И люди не ходили так. Что меня поразило, он со мной заговорил. И заговорил со мной на таком языке, знаете, литературный, художественный язык. Так в жизни не разговаривают. Когда я подняла глаза на него, сначала мне показалось, что это дед, но у него глаза были настолько голубые, бледно-голубые, что почти белые. Вы понимаете? То есть это, я не знаю, что это было. Он мне сказал: смотри на мои ладони. Протянул передо мной свои ладони. Я просто по его указке опустила глаза и стала смотреть на его ладони. И я увидела ладони младенца. Понимаете, просто руки младенца. Что он мне говорил, я не знаю, потому что у меня в этот момент было такое ощущение, что я словно, знаете, врастаю в землю. Где-то, вы знаете, прям по пояс, что называется. Очнулась я от того, что он мне сказал: ну все, иди. И я пошла. В этот момент на остановке стоял мой автобус, а люди садились мне в этот автобус, и я вместе с ними села и поехала. Но когда я от него отходила, я на спине почувствовала такой пронзительный взгляд, что меня, знаете, в середине позвоночника, что называется, словно чем-то проткнули. Кстати, через несколько лет у меня на этом месте появилась непонятная то ли родинка, то ли какое-то образование. Что это, я так и не знаю. И оно у меня по сей день. В общем, состояние было такое, причем я разговоры и то, что он мне говорил, я не помню. Я помню только его глаза, его руки и его, понимаете, абсолютно в последний момент, когда я увидела молодое лицо, просто молодое лицо. Тут плохо слышно, отрывается, сейчас, секунду. Отрывками. Прийти. Я полгода не разговаривала, разговаривала только с мамой, со своей доченькой старшей и со своей сестрой. Больше я ни с кем не общалась. Я просто не могла говорить. У меня, знаете, словно, не могла я. Я ему сказала, что ты видел, но он мне так не ответил. Тут прерывается, поэтому плохо голосовой не загрузилось до конца. Объясню, что это такое. Это временная воронка. И, скорее всего, этот автобус и ехавшие люди... Ой, извиняюсь. На самом деле были нереальные. То есть это некое такое проваливание. Знаете, иногда бывает, что человек сядет... Спасибо. Маршрутку, автобус. Едет, выходит и говорит: я вроде бы... мне не сюда надо было, как-то, куда-то не туда повезло меня.
Человек выходит, находит свой автобус, да, садится, едет, и через некоторое время опять ему кажется, что он попал не туда. То есть он приходит домой удрученный, не может себе объяснить, что происходит, почему он садился в какие-то разные автобусы, какие-то в разные маршрутки, что это вообще было и так далее. Вот что это было, я вам объясняю. Это временные воронки, попадание в некоторые такие временные воронки, когда тебе кажется, что ты в автобусе едешь, что там люди, а на самом деле ты просто стоишь, твой разум, твое мышление независимо от тебя где-то гуляет. Ты встретилась вот с определенными силами, сущностями, и чтобы ты не испугалась, они создают некую такую иллюзию того, что ты в автобусе, тут люди и так далее. И они через вот этот момент передают тебе какую-то некую информацию. Многие после этого иногда немели, иногда болели, иногда ни с кем не говорили, не ощущали жизнь, не понимали вообще. Они смотрели на себя со стороны. Они смотрели на себя со стороны, как бы неважно, куда он просил смотреть, он просто хотел ей показать, что ну, не воспринимай все так, как видишь. То есть я старик, а на самом деле, может быть, я совершенно не старик. То есть я как бы человек, но, может быть, я и не человек, а нечто такое, понимаете? То есть это временные воронки. Ты можешь сидеть на остановке 5 минут, а тебе покажется, что ты где-то ходишь, где-то в лесу бродишь, а потом резко, знаете, просыпаешься на остановке, как бы приходишь в себя и понимаешь, что ты никуда не ходила, что ты нигде не гуляла, что ты вон здесь сидишь, ждешь маршрутку. Это происходит буквально за несколько секунд, но время останавливается, и ты даже не понимаешь, как это произошло, как ты за такое короткое время успела где-то побывать, потом вернуться обратно и так далее. Уносят тебя. Тело сидит в очках, например, слушает песни. И все проходят мимо, смотрят и думают, что, ну, как бы, ну, вроде человек сидит, слушает музыку. Никто не подходит, например, очки не снимает, посмотреть там зрачки, знаете, белые или что. Все проходят мимо по своим делам, никто не обращает внимания. А в этот момент человек находится в своем мире. Ну, не хорошее сравнение, но как наркоман. То есть жизнь проходит рядом, а у него своя жизнь, у него свое, что-то свое. Он в своем мире копается, сидит. Его унесли, его душу на время, нечто показали, а потом вернули обратно. Вот что произошло. И, естественно, после этого человек удрученный ходит. Дорогая Инга, я еще забыла сказать такой момент. Да, параллельная реальность. Когда умирает кто-то из родственников или знакомых моих или моих родителей, я всегда слышу стук в окно по стеклу. И это очень страшно, меня просто пугает. Что это? Это смерть стучится в вашу дверь. Что это? Смерть стучится в вашу дверь. И кто-то умирает. Я сейчас принесу зарядку, потому что она просто не выдержит. Другую зарядку поставлю на время. Ой. Ну, неудивительно, что после контакта с духами у человека нечто открылось. Это нельзя назвать способностью, но, по крайней мере, его предупреждает, он стал очень чувствителен к этому всему. И теперь, когда в семье кто-нибудь умирает, хватит тупости нести, а? Смерти бояться нельзя же. Почему нельзя? Откуда ты знаешь, как ты будешь помирать? Ты что, думаешь, ляжешь и умрешь? А может, тебя пытать будут перед смертью? Бояться нельзя. Здесь речь не о смерти, а не о том, бояться ее надо или нет. Человек спросила каждый раз перед тем, как кто-нибудь умрет,
ко мне стучаться. Я объясняю. Это смерть стучится. Она говорит, я скоро кого-то заберу. Пошли вперед. Доброй ночи, дорогая наша Инга. Извините, что поздно с работы только пришла. Не знаю, правильно ли я делаю, я правильно ли поняла, что сюда вам нужно посылать голосовые. Если что не так, вы уж меня простите, конечно. Начну, конечно, с огромнейшего привета вам от сестры Зои, от выздоравливающей сестры. Чувствует себя лучше и лучше, возвращается к жизни. Огромнейшее спасибо и благодарность вам. От нее, от всей семьи нашей. Я сегодня вообще весь день провела с вами, с вашими эфирами, все сегодня слушала. О Великой Екатерине и, конечно же, перед эфир о духах, о призраках. Мне тоже стало интересно. Я не скажу, что я много раз сталкивалась с этим миром, но что-то где-то было, конечно. Сегодня вообще, видимо, как-то очень все в тему. Сегодня мне как-то целый день было так немножко муторно на душе, что ли. И после эфиров так прямо хорошо и тепло, и светлее. И после эфира о том, как мы сталкивались с духами, я вдруг вспомнила, что, не знаю, более 10 лет, наверное, назад, помните, были в моде книги Паула Коэльо. Я его прочитала все, конечно, все, что он выпускал, все книги. И потом Анхель Куатье. Это тоже было настолько захватывающе. Там тема была тоже тьма, свет, поиски скрижали. И вот, знаете, одна из книг, я не помню, какая она, последняя или предпоследняя, когда они искали, по-моему, 4-ю или какую-то скрижаль, 5-ю. Но, знаете, хочу сказать, что она настолько захватывала, эта книга. Я уходила туда, меня прям затягивало туда целиком. Я не знаю, с работы как неслась, неважно во сколько, в 3, в 4 утра, 4:30, неважно, но если я полчаса не прочитаю, я не могла спать. И вот в этой книге, значит, «Поиски скрижалей», там было такое, что, ну, я там находилась прямо в действии, я все это делала, все ощущала на себе. И, естественно, там были задействованы именно в этой книге больше силы тьмы. И настолько это было живо, что в какой-то момент я, знаете, как вот как-то вот так очнулась, думаю, господи, я что, с ума сошла? Ну это же всего лишь книга. Такого не может быть, этого нет в жизни. Ну и как-то я заснула. И я не знаю, знаете, вот это пограничное состояние, утром, когда ты просыпаешься, ты уже не спишь, но ты еще не проснулся. Я проснулась от того, что у меня в спальне была открыта дверь, и от входной двери я пытаюсь вот так разомкнуть глаза и не могу. Мне как будто кто-то ресницы слипает, но в то же время я сквозь какие-то щелочки все равно вижу, что кто-то надвигается на меня очень тяжелой поступью. Знаете, как даже вот на рисунке фото, вот длинный плащ, капюшон скрывает лицо, рук не видно, рукава длинные. И вот он очень тяжелой поступи идет, и, знаете, дыхание такое с прирыкиваем немножко тяжелое такое. Конечно, меня страх сковал, это жутко, это даже мягко сказать ничего. И он потихонечку ко мне и мимо моей кровати, и так на минуту остановился, капюшон просто повернулся вот так сверху на меня. Я пытаюсь открыть глаза, не могу, как будто, ну, очень как будто кто-то держит прямо у меня ресницы. Но в то же время я ощущаю его. Я не ощущала ни холода, ни жара, ничего. Но тяжесть была, меня придавила прямо. Он постоял там, ну не знаю, ну секунду. И потихоньку также пошел дальше. В какой-то там миг, минут через сколько, я не знаю, я, конечно, очнулась, проснулась, открыла глаза. Но это было настолько явно и живо, у меня сердце просто выскакивало из груди. Как будто бы, знаете, эта сила, я не знаю, кто это был, как будто бы пришла показать, что не сомневайся, я есть, я вот он. И самое потом до меня дошло, думаю, не пойму, что за шум. Кот у меня забился где-то в той комнате в угол и орал просто нечеловечески. Вот знаете, когда вот дурно орет голосом, вот таким голосом орал кот у меня. Наверное, минут 20 не мог угомониться. Вот что это было, до сих пор, честно говоря, не знаю. Спасибо вам большое, Инга, за все. Вот если что-то не так сказала, если я что-то
Не то, конечно, простите, ради бога. Все ты так сказала, Зухра, все правильно. Сейчас я объясню. Значит, про кота начнем. Крики кота. Коты больше всего видят потусторонний мир. Они это чувствуют, и поэтому очень жутко кричат и боятся. Это первое. Я ночевала у одной своей подруги, которая потом погибла. И то есть происходит следующее. Мы лежали, спали, большой диван. Она раскрыла диван, мы там похохотали, посмеялись. Я, еще одна девочка и она. Молодость. У нее кошка на кухне. Ночью я просыпаюсь от того, что скрипит, просто скрип, жуткий скрип всей мебели дома. Прям скрипит до такой степени, что невозможно. Потом этот скрип перемещается на пол. Потом этот скрип перемещается на маленький столик, который рядом с нами был, и у нее там ноутбук лежал. Он скрипит, как будто на этот ноутбук кто-то завалился и сел. Я ее бужу. На кухне кошка начала кричать непонятным таким голосом, урчанием, знаете, там мяу-мяу. Я ее бужу. Я говорю, просыпайся, что это такое? Но я поняла, что кто-то есть, но было жутко в чужом доме. Она проснулась, говорит, это этот дед наш. Я говорю, какой дед? А здесь, говорит, дед жил когда-то, помер, и после него этого вот эти скрипы начались. Пошла на кухню, принесла кошку, взяла кошку к себе, легли, уснули. Это к тому, как кошки чувствуют. И в скором времени она умерла. Значит, что такое подобные книги? Я вам сейчас объясню. Я вам уже говорила, что многое из таких шедевров мировой литературы, ну, например, Булгаков, Хемингуэй, много кто еще, и поэты, и мистики, и так далее, они не просто описывают, их рукой кто-то рассказывает о мире духов. И когда вы это читаете и представляете это так живо, это реальность. Гоголь, да. То есть это вам не Дарья Донцова, там Петя любил Васю, Вася любила там Машу. Это очень серьезные темы, и их рукой кто-либо с того мира пишет рассказ о себе. И когда человек начинает сомневаться и начинает думать, мол, да ну какие-то, ну все-таки это какой-то рассказ, какой-то непонятно что, да, это всего лишь книга, они приходят, чтобы доказать вам, что это не всего лишь книга, это реальность. Булгаков уже сказали, есть книги, которые написаны самим сатаной. То есть не в плохом смысле, а в смысле, что настолько мистический и талантливый, что человек об этом не догадается. Воланд вам в пример. Как он описан, Воланд. Его квартира, вот это все бал у сатаны и прочее. Маргарита, которая, да. И это все, дорогие друзья, написано чьей-то рукой, через человека передано этому миру. Хотя бы малейшее описание и представление мира духов. И поэтому такие книги, они просто судьбоносные, они затягивают. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но нужно иметь сильную психику, чтобы выдержать такую книгу. Если вы слабонервный, слабовольный человек, лучше эти книги не читать, потом у вас будет жуткое состояние, страх, ужас, они будут приходить. Вы портал откроете. Откройте, потому что, почувствовав вот это весь характер, понимаете,
весь характер героев этой книги, вы просто притянете его, он придет вам доказать. Он придет вам доказать, что он существует. Да, Светлана, откройте, посмотрите дьяволическое древо, и там я описываю, откуда приходят такие люди. Есть люди, которые изображают картины, ну просто невероятные картины, затягивают картины, прям к себе влекут, понимаете? Есть люди, которые снимают невероятные фильмы, и ты не можешь просто, как сказать, оторваться. Ты много раз смотришь. Вот вам «Адвокат дьявола», например. Это невероятная картина, и она такой сюжет крутит, что ты просто, ну, как это возможно описать и сказать. Тот же «Крестный отец», пожалуйста, и снять, и написать. То есть искусство, которое настолько, знаете, человек не может так описать, человек не может знать это. А он вот через него это описывается и говорится. И вот почему он пришел показать, он пришел ей доказать, что это не просто книга, я существую, и я есть. А почему он пришел именно к ней? Потому что он почувствовал уважение к себе. Она не сказала там, ой, какая-то херня, тут книга, фантазия. Если бы она это сказала, то у нее могло быть и что-то плохое, и вообще бы никто не пришел. То есть она бы не представляла такого интереса. Я говорю, почему... Девочки, сейчас не пишите эти истории, потому что у меня сегодня этих историй предостаточно. Остальные я буду снимать после. Сейчас я не буду пока добавлять. Он, увидев это почтение, это уважение к себе, показал. Многие, кстати, мне говорили, что после фильмов там «Адвокат дьявола», еще что-нибудь меня нашли. Почему? Да потому что она просто, то есть они, просто увидев ваш интерес, они захотели вам показать, что мы реально существуем. И, то есть они вывели туда вас, где вы можете о них информацию узнать побольше. Вот о чем речь. Увидев ваш интерес. Дальше пойдемте. Здравствуйте. Меня зовут Лена. И вот моя история. У меня сильно очень болел бок. Но я тянула с обследованием. Работа, семья, дела. Как-то мама решила заменить ограду моей прабабушки. Собралась родня, провозились с могилой полдня. Вот чувствую, бок болит. Ой. И вдруг слышу, очень ласковый, нежный голос меня зовет. Лена, Лена. Я этот голос не забуду никогда. Я поняла, что мне больше нельзя тянуть. Надо срочно ехать в больницу и оперироваться. Я знала, что нельзя оборачиваться, но я обернулась. И этот страх меня и заставил прооперироваться. У меня была на самом деле очень серьезная ситуация с почкой. Камень застрял прямо в почке. И оперировал меня врач Надеждин. Смерть отступила. И отпустила, наверное. Сейчас жива-здорова, слава богам. Если вы болеете, если у вас серьезная проблема, и вы тянете, не ходите к врачу, и как только вас по имени ласково кто-то назвал, бегите в эту же ночь в больницу. Просто бегом. Без оглядки. Почему? Потому что смерть тебя позвала. Твоя смерть уже была настолько близка, что она тебя просто ласково позвала по имени. То есть она тебе сказала, скоро тебя заберу. Бегом, не затягивайте абсолютно. Как только вы в плохом состоянии,
Как только у вас тяжелое состояние, или болеете, или морально, или кто-то вам угрожает, или что-то там такое, и вас позвали по имени, в течение нескольких дней вас не станет. Очень быстро, руки в ноги, в скорую, куда хотите, но не откладывайте, это смерть. Она пришла, и она очень ласково вас называет. Кто сказал, что он там «Лена» будет орать? Нет. Она очень ласково тебе говорит: я скоро за тобой приду. Вот она и сказала: Леночка. Понимаете? Вот это вам урок. Я для чего эти все истории выставляю и показываю? Для того, чтобы вы знали, у каждого из вас, да, собираясь с вещами на выход, у каждого из вас бывали такие ситуации, это вам поможет понять многое, потому что очень много схожих ситуаций. Вот вы услышали про того, кто пришел в капюшоне и доказал, что он есть, да? Вы слышали рассказ Зухри. Еще раз послушайте теперь другой рассказ и посмотрите, насколько схожи они. Они иногда одинаково просто приходят ко всем. Здравствуйте, дорогая Инга, Яна и подписчики. Меня зовут Елена Гаунова, и я бы хотела вам рассказать мою историю. Это было где-то 16 лет назад. Меня уже тогда интересовала магия, я мне купила книгу, ну и влезла туда. Начала испробовать пару ритуалов, и где-то 2 недели позже я сидела на диване и читала в этой книге. Мой кошак сидел между со мною. И раз вижу, что какая-то такая черная тучка, где-то 25-30 сантиметров, вокруг моего стола кружится. Ну, ничего еще не подумала, думала, показалось, и читаю дальше. Потом раз вижу ее еще до сих пор она кружится, и смотрю на моего кошака, он ее тоже заметил и за ней так следил. Ну, тогда я уже очухалась, значит, мне это не показалось. И в этот момент эта тучка стала во всем своем росте. Где-то 2 метра, черная тень с капюшоном, лица не было видно. Стоит где-то 2 метра от меня и смотрит и улыбится. Я была в шоке, парализованная. Мой кошак сидел, фыркал, шерсть была дыбом. Я сначала где-то минуту не могла вообще двигаться. Смотрела на него в шоке и не знала, думала, сейчас упаду. Но я сидела. Ну и потом как-то я начала двигаться в угол моего дивана от страха. И думала, может, уйдет сейчас, но он не уходил. Он так и стоял где-то 3 минуты и не двигался, и смотрел, и улыбился. Я думала, не знаю, что делать. Я кричу Богу, спаси, а никто меня не спасал. Там могла закричаться сколько хотела. Он не двигался, и потом как-то я моргнула, и он исчезнул. Я из квартиры выбежала, книгу выкинула, и больше этим не занималась многих лет. А я вам сейчас объясню, что это. Вам сказано было, не открывайте запретную дверь. Сказано. Понимаете? Тот, кто открывает запретную дверь, должен быть готов к тому, что обязательно они придут. Я же вам объясняю русским языком. Ведьме вместе с тем, что ее призвали, ей дают защиту. Ей дают подсознательно подсказку, как себя вести при таких ситуациях, да? А вы, когда лезете туда, не понимая, что это такое, куда вы лезете, естественно, они приходят. Ну а как вы хотите? Вы хотите заниматься магией. А магия — это сущности, это духи, это души, это мертвые, это бесы, это темные силы, это силы зла и много чего еще.
То есть вы хотите заниматься магией. Вот магия. Вы же хотели заниматься, вот он и пришел к вам. Что здесь такого? Чего тут удивительно? Вы хотите заниматься. Он говорит, вот я тут, давайте заниматься будем. Да, жениться будем. Так вот, вот он и пришел. И вот когда я говорю, не открывайте запретную дверь, вы думаете, что если... да, вот что самое интересное, они призывают, те приходят. Но после этого у них ужас. Значит, был такой случай, когда... Вот-вот-вот. Был такой случай. Я просто к чему объясняю, Лена? Я объясняю к тому, что люди, которым я говорю, что это опасно, они думают, что я просто боюсь какой-то конкуренции. Они думают, она боится, сейчас мы лучше нее начнем колдовать, и она вот это переживает. Это смешно. Я просто объясняю, что если вы кого-то зовете, этот кто-то придет. Вот в чем дело. Вы зовете кого-то, а он пришел. Это интересно, правда? Особенно, знаете, когда смешно, когда говорят призыв черной силы, темной силы. Вот некоторые могу и дает темной силы, но перед этим читайте себе защиту, ставьте себе защиту, не знаю что. Дорогие люди, что значит ставить себе защиту? Это все равно как вызвать скорую, чтобы она тебя спасла, да, и перед этим вызвать милицию, чтобы она перед скорым встала, там с щитами закрыла тебя и автоматным этим очередью, да, их пугала, распугивала врачей, чтобы они до тебя не добрались. Я вообще не могу понять, что значит вот перед тем, как призвать темную силу, ставьте себе защиту. Это значит, как позвать друзей к себе в гости, а перед этим, значит, 4-метровый забор построить, чтобы они не смогли полезть к тебе домой. Это смешно. Понимаете, в чем дело? Это смешно. Это твои силы, это духи, которые тебе помогают и подсказывают. Они тебе не навредят, поэтому тебе эта защита не нужна. И потом, если ты будешь призывать разные силы, эти разные силы могут столкнуться. И по башке получишь ты из-за того, что ты то эту силу призываешь, то ту силу. Понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Так что вот это все хрень собачья ни о чем. Я еще раз вам говорю, позвать темную силу и поставить защиту перед ним. Это все равно как скорую вызвать, да, и ОМОН вызвать заодно, чтобы они прям закрыли тебя от скорой. Смысл в чем? Так вот, не думают они о последствиях по одной простой причине. Они не верят, что это всерьез. Они сами не верят, что это существует. Они просто услышали, им просто интересно, кто-то ради любопытства, кто-то ради денег. Мне некоторые, знаете, что пишут? Инга, здравствуйте, можете открыть у меня там какой-нибудь дар, вот способности, а то у меня денег нету, я хочу заработать деньги. Я говорю, здрасте. То есть ты хочешь лезть в магию, чтобы заработать денег, и ты думаешь, какие-то у тебя способности можно открыть ради того, чтобы заработать. Вот их истинная цель. В магию не приходит заработать. В магии приходят для того, чтобы... потому что их призывают, у них нет иного выбора. Деньги, слава, почет, подарки, это потом появляется. Но вначале ты не приходишь ради денег. Ты не говоришь, я займусь магией, деньги заработаю. Нет. Так вот, это как, знаете, как когда гулящая девка выходит за богатого человека, а он прекрасно знает, за что он там с ним спит, понимаете? И все переписывает на себя, и ни с чем ее оставляет, еще выкидывает на улицу просто. Вот точно так же происходит с людьми, которые лезут в магию ради денег. Силы видят, ради чего ты пришла. И поэтому тебя крутят, вертят. Вот, понимаете? И потом просто выкидывают ни с чем, выжимают. Вот, да. Так вот, вот опасная дверь это и есть. Если вы... человек как паук ползет, это страшная история. Это имеешь в виду, когда мы видели с общежития, как он поднимался с 3-го этажа. Мы возвращались в общежитие, студенческие годы. Было где-то 1:30 ночи. И, значит, подходим, это Волгоградское общежитие, она прямо внизу, вот если кто знает Волгоград, она вот где Мамаев курган,
в одном направлении. Он называлась, блин, как эта общага называлась-то? Китайская общага, что ли, или Китай? Потому что в основном там китайцы. Прям возле трамвайной остановки. Вот общежитие студенческое. И наш университет тоже и там общежитие имеет. В общем, мы туда селились на время сессии. А что там нам много надо? Одна кровать, скажем так. Что нам еще надо? Это где Мамаев курган, прям внизу общежитие. До сих пор живут там, семейные тоже живут. И мы возвращаемся, и мы видим, что кто-то просто по стене ползает. Мы сначала не поняли, что это за ерунда вообще. Ну, непонятное что-то. И вот он как, знаете, изначально показалось, как огромный большой паук. Он просто поднимается. Слушайте, все. Еще один вопрос. 12.02.68. И вы в черном списке. Он ползает прям по стене, поднимается, карабкается. Мы подумали, что это паук. Я реально думаю, что такие огромные пауки бывают. Перепугались до смерти. И потом смотрим, что это человек. Луна круглая, а он лунатик. И он ползает по стене. Он поднимается по стене. И внизу, значит, парни стояли. И когда мы подошли, они говорят: тише, тише, вы орете, не кричите. Если вы его разбудите, он забьется. Это был жуткий страх, руки дрожали. Он пополз, вот так по стене походил, и потом залез обратно через балкон к себе. Мы прям боялись зайти в это общежитие. В общем, зашли утром, пошли и спрашиваем: ты что-нибудь помнишь? Он: нет, а что такое? Сплю, я спал, что такое? Мы говорим: ну, жаль, что тогда не было камер, мы бы сняли, у него бы сердце остановилось. Вот некая сила его просто вела по стене. И я очень много видела. Я была у своей подруги, они уехали на дачу, оставили меня у себя, потому что мне на следующий день надо было, значит, поехать в университет, они мне ключи дали. И я там осталась. Она мне говорила, что там кто-то есть. Это старое здание. И там когда-то жил учитель, которого отправили в лагеря сталинские. Он вернулся оттуда с туберкулезом, в скором времени помер. И она говорит: кто-то есть, и этот кто-то очень злой. Дорогие друзья, он был замначальник Волгоградской области, их отец. И как только... Шанхай, точно называется, Шанхай. Откуда вы знаете, Зухра? Он так называется, это общежитие. А я думаю, Китай, а он Шанхай называется. Вы что, там были в Волгограде? Напугали, блин. Значит, они поселились в этой квартире, в скором времени отец их бросил. Мать начала болеть, она начала пить, эта девушка. Я потом с ней перестала вообще общаться, потому что мне алкашня не нужна. Мне на нервы это действовало. И я ей не верила. Я думаю, придумывает всякий бред. Дверь открывается сама по себе. Я сижу просто, смотрела фильм. Открывается дверь сама. Лето, нет ни сквозняка, ничего. Потом резко закрывается. Открывается входная дверь, открывается дверь на балконе. Свет включается, выключается. Вы не представляете, что со мной делали всю ночь. Я ходила по дому и начала кричать, мол, я вас не боюсь. Я вас не боюсь, оставьте меня в покое. Заткнитесь, хватит, не ходите. Но я до утра не уснула.
И это действительно порченная квартира, воронка. Они как переселились туда, как эту квартиру им дали, их жизнь развалилась. Просто развалилась. Я не знаю, сейчас она жива или нет. Она очень страшно пила потом. Я пыталась ее спасти, я пыталась ее потащить домой, помочь, но мне это надоело. Ничего не надо, да, ничего не надо читать. Не ругать надо и не материться, просто не показывать страх. Но я-то знала, что я делаю, а обычные люди боятся в таких ситуациях. Пойдемте далее. Здравствуйте, Инга. Недавно утром мне муж рассказал, что с ним произошло ночью. Мы с ним спим в разных комнатах. Я с младшим сыном, а он один. Он спал и вдруг почувствовал, что на кровать к нему кто-то садится. Матрас на кровати прогнулся, как будто от чьей-то тяжести. Развернувшись, он никого не увидел. Сильно испугавшись, он начал читать то, что, наверное, каждому приходит в голову в первый момент. Это «Отче наш». Позже средний сын, ему 14 лет, рассказал, что его разбудил какой-то шепот в комнате, но там тоже никого не было. Что бы это могло быть? Спасибо большое. Теперь послушайте, если эта сущность будет часто приходить, это опасно. Нужно очистить, начитать, чтобы, чтобы она была уже для вас не опасна. То есть надо очистить это помещение. Это портал открытый, если уже все начинают слышать, видеть и так далее. Дальше. Доброй ночи, дорогая Инга. Я давно хотела вам об этом рассказать. Вот представился случай. Было это давненько, еще во времена моей юности. Лет 15-16 мне было тогда. И я сильно болела. Сейчас мне уже за 40. И вот мама примерно год назад рассказала мне такую историю, что в те времена, однажды зайдя в комнату, увидела возле моей кровати женщину в белом. На секунду отвернулась, и женщина исчезла. На мои расспросы, что да как, на кого похожа была, во что была одета, говорит, что была похожа на ангела в длинных белых одеждах. И говорит, что сильно болеешь, наверное, подумала, что раз ангел возле тебя появился. И вдруг я вспомнила, что про эту женщину в белом мне говорила моя подруга, которая часто оставалась у меня ночевать тогда. Я еще подумала, что ей во сне это приснилось, и мне особо обратила внимание на это. Что это была за женщина в белом, до сих пор мучаюсь в догадках. Но... Бывшая хозяйка дома. Если это был старый дом, она могла быть бывшая хозяйка, которая оттуда не ушла. Видите, история похожая, как 2 капли воды. Я тоже думала, что она сочиняет, пока сама не столкнулась с этим всем и не поняла. Бывшая хозяйка дома, и она остановилась возле тебя, если ты действительно смертельно болела в этот момент. Кто-то спрашивал, сестра видела мужчину в свадебном костюме, что означает? Это означает, что ваша сестра скоро умрет. К ней жених пришел с потустороннего мира. Вот что это означает. Пойдемте дальше. Здравствуйте, Инга. Мой мистический рассказ – это первый случай, который произошел лет 15-16 назад. Перед Новым годом у меня стояла большая сосна в ведре с песком. Так если бы даже не спросила она, это так и есть. Хорошо, что спросила. Если к мужчине приходит в свадебных одеяниях, это значит, что скоро заберет его на тот свет. Если к женщине приходит в одеяниях жениха свадебных таких нарядных, это значит, жених с того света невесту себе ищет. Вот он скоро заберет. Вы не понимаете, что им тоже там скучно, одиноко, и они хотят новую душу, чтобы она стала для них там путеводителем. Это для вас трагедия, а для них это всего лишь пополнение, это всего лишь друг, которого они обретают, и тем самым, скажем так, находят новую душу, им интересно. Это вы будете рыдать, плакать, а ему новая жена нужна. Вот он и пришел и показал
Если вы не отчитаете, она вскоре умрет. Дальше пошли. И это было перед самым Новым годом. И часа в 2 ночи, между 2 и 3 ночи, точно не помню время, мы проснулись от того, что эта сосна упала и разбились все стеклянные игрушки. Мы знали, что у нас дедушка старенький уже болел, он лежал как бы при смерти. И утром я, когда включила мобильный телефон, мне сразу позвонила сестра. Я уже сразу поняла, я говорю, умер дедушка. Она говорит, да, мы все, никто не спали всю ночь. Ну, это, наверное, было какое-то предсказание, потому что никто из внуков и детей не мог нормально Это пришли за вашим дедушкой и просто дали знак, что скоро его не станет. Сущности всего лишь. спать в эту ночь. Второй случай произошел со мной в прошлом году. Это было тоже после Нового года. Мне приснился ужасный сон, в котором я чувствовала и понимала, что я забеременела от своего бывшего мужа, и с которым я не живу уже более 8 лет. И понимаю, что это беременность, что это мальчики, какой-то маленький срок. У меня такое опасение страшное, неприятный сон был. И потом в итоге я как бы в конце сна я понимаю, что я не беременна, что это все как бы ошибка была. В итоге через 1,5 месяца меня прооперировали, мне сделали, удалили желчный пузырь. Но при обследовании перед операцией мне сделали зонд и обнаружили подкожную опухоль пищевода. Очень я испугалась. Потом в итоге после операции через 3 месяца пошла на обследование. И врач, который до этого мне делал, он сказал, что у меня это уже давно, это подкожная опухоль, которая как бы с рождения, но она не мешает жизни, она не растет, не увеличивается, это не влияет на мой образ жизни. Вот. И перед этой операцией, когда я попала по скорой, на рабочем столе я сделала уборку. И все так расставила, красиво убрала в конце рабочего дня перед выходными. И почему-то ко мне такая мысль пришла, так, все надо быстренько убрать, потому что я еще, ну, где-то вот через месяц я приду. Ну, вот так вот все и получилось. Беременность во сне – это серьезная болезнь. Любая беременность во сне – это серьезная болезнь. И поэтому вас предупредили. Это первое. Второе. То, что подсознательно вы чувствовали, что вы скоро не попадете, это нормально. Информация, она существует вне нашего пространства, где-то везде вот эти пласты информационные есть. И поэтому неудивительно, что, как говорят, в воздухе пахнет опасностью. Это слышали? Ну вот то же самое. То есть вы подсознательно ощущает, ваше тело ощущает подсознательно, что в скором времени придется на лечение лечь, и, может быть, и на долгое время вы, то есть, не увидите еще этот кабинет. Пойдемте дальше. Здравствуйте, Инга, Яна и все слушатели. В общем, когда моя мама была мной беременна, одновременно была беременна и ее сестра, старшая. И вот сестра пришла к ней в гости, к моей маме, и осталась у нее ночевать. Старшая сестра моей мамы не хотела, чтобы моя мама была беременна, и всячески издевалась над ней, хотела, чтобы был выкидыш, потому что моя мама не была замужем в тот момент, а она была замужем. И вот чтобы типа не позорить семью, то, что моя мама рожает раньше, чем старшая сестра, вот чтобы не позорить, моя старшая сестра хотела, чтобы случился выкидыш у моей мамы. Она всячески издевалась, доходило до того, что толкали и в живот маму мою, и издевались, и били, и, в общем, ну всякое было. Судьба, конечно, у моей мамы еще та. Ну да ладно. И вот они очень сильно поругались, потом они помирились и легли спать. А жили они в деревне, и мест спальных было не так много, и легли они на одну кровать. Так вот, старшая сестра легла возле стенки, а моя мама с краю. Старшая сестра посреди ночи просыпается от того, что то ли это какая-то сущность, то ли это какой-то дух подходит к кровати и перегибаясь через мою маму,
протягивая свои руки, начинает душить мою родную тетку. И та, оцепенев от ужаса, ничего не может сказать. Задыхаясь, она начала кричать: «Света, Света, прости меня, прости». Мою маму зовут Света. «Прости меня, прости». Моя мама в ужасе просыпается, и никого в доме нет. И с тех пор получилось так, что они вся моя родня отстали от моей мамы, и, в общем, на свет появилась я. Что это было, я не знаю, но, скорее всего, наверное же, это был мой все-таки покровитель или защитник. Спасибо вам большое за прослушивание. До свидания. Объясню. Во-первых, то, что пытались, чтобы ты не родилась, это уже нехорошо. Это уже идет проклятие материнского рода. Я уверена, что твоя тетка не только тогда получила, а еще получила много где в жизни. Человек, который пытается, будучи сама беременной, пытается довести до выкидыша другую беременную, это монстр. Это уже просто не человек, и она всю жизнь будет такой подлой. Вот это подлая тварь. Это не женщина. В ней женского, человеческого, доброго и так далее просто, не существует. И, естественно, увидев, что у твоей матери нет защиты, потому что нормальные родители, узнав о таком, ей бы башку проломили. А если все, значит, дружно аплодировали, поддакивали и давали ей волю вот так глумиться, издеваться, это ж не только выкидыш. Выкидыш в таком большом сроке беременности, это еще чревато смертью человека, смертью женщины. Это ж не просто так выкинула и все. Она может сама умереть, она может от кровотечения и умереть, от чего угодно. То есть если родня предпочитала ее смерть, вот такие патриархальные, знаете, традиции, бесчеловечность и так далее, это очень страшно, и этот человек уже изначально дерьмо. Так вот, увидев, что никто тебя не защищает и твою маму, вот как я уже говорила, да, ночной дозор, стражник, некий дух, некая душа решила заступиться, увидев эти страдания, заступиться. Просто ее предупредили. Как говорят, да, придушу тебя, тварь, если еще раз там тронешь. И она испугалась, только страх ее остановил. Больше ничего. Конечно, насчет сестры не здесь пишут. Я не здесь прямо отчитаю вашу сестру и не здесь прямо помогу. Вы же понимаете это? Вот такая история. Пойдемте далее. Яна, доброе утро. Хочу рассказать о встрече с духами. На днях я, как всегда, пришла с работы, смотрю, у меня нет свечей. И спрашиваю, куда делись мои свечи. Но мне говорят, что мой сын их выбросил. Я звоню сыну и говорю, где мои свечи? Он говорит, я их выбросил. И мне до того так обидно стало, я села и заплакала. Заплакала и как никогда легла спать очень рано. Я сказала, подожди, вот ты придешь домой, я с тобой разберусь. Я такая вся разбитая, убитая, легла спать. Даже не слышала, как сын вернулся в игротеке он был. Вернулся, как он лег спать. Но я четко, ясно услышала стук дверей, и выскочил мой сын. Он говорит, мам, говорит, можно я здесь, говорит, лягу спать? И я говорю, а в чем дело? Ты знаешь, говорит, меня, говорит, кто-то, говорит, швырнул, говорит, я, говорит, что-то, говорит, увидел. И я ему так еще сказала, не надо было моих свечей выбрасывать, вот тебя и как бы наказали. Вот уже несколько дней прошло, и я вот, для меня это, конечно, странно, удивительно, то, что как бы
то, что я проводила ритуалы, я чувствовала, что ко мне вот эти вот духи, они как бы привыкали а, к моим ритуалам, то, что я делаю. Я хочу сказать то, что они как бы даже и немножко заступились за меня. То, что вот наказали моего сына, напугали его, то, что он выбросил моих свечей. Я вам сейчас объясню. Духи, когда вы делаете ритуалы, когда вы призываете их, когда вы с ними дружите, просите, благодарите, да, откупаетесь и так далее, духи, они отвечают, в отличие от людей, они отвечают верностью. Значит, они отвечают помощью. Подождите секунду, сейчас объясню. Ян, парень, который просил за сестру, пусть напишет мне, потому что это такой случай, мне лично надо ему сказать, что делать. Это не по консультации. Так, дальше. И они начинают за вас заступаться. Они начинают за вас заступаться, когда начинают над вами издеваться или запрещают вам заниматься этим. Вот когда я говорю вам, что древние силы, они сильнее, чем религия, вы, вот может кто-то обижается. Вот теперь смотрите, люди, которые верили в христианского Бога, да, молились в христианского Бога, их бросили ко львам в Колизее. Этот Бог им помог, этот Бог им не помог. Их разорвали звери, правда? То есть таких случаев же много. Много же у нас великомучеников, святых. То есть за них не заступился никто, правда? Они были убиты. Значит, в мечети огромной во время похода крестоносцев собрался весь народ и начали на коленях молить Аллаха о спасении. Мечеть сожгли, а внутри находилось более 3000 человек. Помог их Бог этим людям? Нет. Он помог? Он услышал их молитвы, их намаз, их мольбу, их просьбу, когда люди знают, что скоро их убьют и еще и заживо сожгут. Мне кажется, это такой ужасающий страх и просьба вот от всей души. Не помогли, правда? Так вот, ни с этой стороны, ни с той стороны никто вас не слышит и никому вы не нужны. Но теперь смотрите, как только вы начинаете делать ритуалы, как только вы начинаете приближать к себе духов, они начинают за вас заступаться. Это уже не первый случай. То есть это говорит о том, что религии за человека не заступаются, даже если он верен им и просит у них. А древние силы помогают человеку. Вот смотрите, разница есть. Это значит, древние силы тебя любят. Так вот, много таких случаев. Мне одна женщина рассказала, что муж, значит, разбил все, что там было дома. Взял, разбил эти статуи, разбил, выкинул, значит, все там вдребезги, там чуть ли не ее ударил и так далее. Я сейчас не про молитвы говорю, вы не понимаете меня. Я говорю о том, что есть сила, которая заступается за вас. Это древняя сила. И более никакая. Видите, как только обидели человека, он сразу пришел на помощь и напомнил, что этого не допустит. То есть вас не затронут. Всегда. Вы попросили мести, вашим врагам отомстили. Вы попросили это. Вам это дали. Это говорит о том, что эта сила за вас мстит. Теперь послушайте дальше. Значит, что случается? Он выкидывает, разбивает все. Она говорит, я рыдала, я его проклинаю. Я говорю, ты увидишь, тебе еще покажут. Он говорит, это все херня, это все, это детский сад, это все эти колдовство, молдовство. Чтобы я больше не слышал, садится за руль и едет на работу, ночную смену или что там у них. Через минут 20, говорит, мне звонят. Ой, там, Марина, ты не представляешь, что случилось. В общем, муж твой
чуть там не умер. Значит, он ехал, и тут сзади слышит голос. Слушай, ты дерьмо, ты долго будешь издеваться над ней? И он говорит, перепугался, он подумал, что кто-то залез к нему туда, или кто-то был, понимаете, кто-то это слышал. И кто-то там был свидетелем вот этой драки. И теперь, значит, сел в машину тайком, но как он туда перебрался, непонятно. Голос продолжает. Сегодня тебя предупреждаем, в следующий раз останешься без головы. И его толкает так сильно на руль, что он переворачивает машину. В общем, машина вдребезги, и его отвезли в больницу с тяжкими такими ранениями. Он потом рассказывал. Потом он говорит, когда я пришла к нему, он говорит, знаешь, что я тебе скажу? Пошли бы вы куда подальше. Что хочешь, покупай, ставь. Только мне не показывай. Мне все равно, чем ты занимаешься, только меня не трогай. И, говорит, после этого вообще слова не говорит о свечах, о статуях. Вообще. Мимо проходит комнаты, мне выделил, туда не заходит. Так вот, дорогие друзья, эта сила за вас заступается. Понимаете? Эта сила заступается за вас, как только вас обижают, и тем более, если не дают вам спокойно ритуалить, спокойно почитать их, благодарить их, ведь они же берут эту энергию, да, благодарность и так далее. Вот, да. И чем больше вы обращаетесь к ним, тем больше вы начинаете замечать, что любой, кто вас обидел, даже близкий человек, очень жестоко за это расплачивается. И это факт. Поэтому уж представьте, что если они заступаются так за простых людей, как они заступаются за ведьму. Ваш сын больше никогда не посмеет трогать эти свечи и что-либо еще, потому что это ему урок. Они бы ничего с ним не сделали, они бы не убили его, не искалечили, нет. Они просто ему показали его место. Они сказали, сопляк, нам по 100 тысяч лет, а ты вчера родился на свет. Ты что, будешь указывать, где нам обитать и что делать? Понимаете? Слушай, выкиньте эту женщину отсюда. Иди за Путина, за Зюганова замуж, за кого хочешь, только подальше отсюда. Не отвлекай нас своей херней. Дальше. По-моему, это слышали? Доброго времени суток. Я из города Перми. Угу. У меня был такой случай. Прихожу из школы домой, это где-то был 4 или 5 класс. Дверь закрыта. Обнаружила, что ключей у меня нет ни в карманах, ни в портфеле. Точно знала, что дома никого нет, но все равно и звонила, и стучала в дверь, потому что уроков много. Тогда было по 6-7 уроков, очень устала и хотелось в туалет. Естественно, мне никто дверь не мог открыть, потому что квартира была пустая, родители были на работе. От безысходности просто вжалась в эту дверь, стучалась, звонила, стучалась, ногами пинала, ну кто-нибудь откройте, я так устала, я больше не могу и стоять не могу, сил нету, холодно на улице. Стояла, и вдруг я навалилась на дверь, вдруг она открылась. Это был такой жуткий страх, у меня похолодело все на свете. Сердце билось так, руки тряслись, и я тихонечко зашла, сразу включила свет в коридоре, в туалете, тихонько проходила дальше в комнаты и везде зажигала свет, хотя было где-то времени часа 3 дня. У меня был дикий страх, я знала, что если бы мне кто-то открыл бы, меня бы встретили, но никого не было. Я обошла всю квартиру, я заглянула в шифоньер, в холодильник. Дома никого не было, но кто-то меня пустил в квартиру, и мои ключи лежали у меня в другой курточке, в которой я ходила гулять. Вот такая была история. Конечно, о ней я никому не рассказала. Я боялась, что мне не поверят, осуждений и всего такого прочего. Вот так вот. Спасибо за то, что прослушали.
Вопрос. Как это могло быть? Отвечаю очень просто. Вы сказали, откройте кто-нибудь, пожалуйста. Вам открыли, в чем проблема? Знаете, что интересно? Люди просят, но когда им выполняют это, да, у них шок и ужас. Помните выражение? Нет ничего страшнее, чем в пустой комнате чихнуть и услышать в ответ «Будьте здоровы». Я сейчас на зарядку поставлю эту хрень, чтобы мне еще успеть с вами провести весь эфир. Когда люди просят, потусторонний мир их слышит. Вот и все. Понимаете? Он их слышит. Там услышали ее отчаяние. Поняли, что ей плохо, тяжело, что она сейчас просто у нее такое сейчас сумасшествие начнется от этого состояния, что ей нужно и туда, и плохо, и голова болит. И мне кажется, что вот как только двери открыли, да, мне кажется, что у нее все это усталость, все, что было, пропало. Вот. Вот что случилось. Был такой случай жуткий, когда потом тот, который выжил, рассказывал о том, они пошли на кладбище ночью, значит, вырвали чей-то крест из безымянной могилы, начали читать, начали призывать какую-то жуткую силу, и эта жуткая сила не заставила себя ждать. Сели в машину, ехали обратно. Прямо на трассе перед их глазами встала фигура человека, черная фигура, которая просто встала перед машиной. Они так перепугались, что повернули в сторону и попали под грузовик. Снесло голову троим, без голов остались. Только водитель остался в живых, ни единой царапины. Он остался в живых, но лучше бы он умер, потому что у него руки тряслись, он был в жутком состоянии, боялся остаться один, боялся спать. Дорогие друзья, вы, когда кого-то зовете, этот кто-то приходит. Понимаете, отнеситесь к этому серьезно. Это не просто вот вы сказали и, детская игра. Ведь вы всегда в душе надеетесь, что никто не придет. Но вам просто жутко интересно, хотите понять, что это такое. Но все равно в душе вы хотите, чтобы он не пришел, потому что вы боитесь этого. Так зачем туда лезть, когда вам говорят, что это опасно? Вы не слушаете. Женщина, которая рассказывала, что они, значит, бумагу положили на стол, это блюдце, тарелку, все это выключили свет ночью и начали вызывать духов. Помните, да, вот это медиума? Духу вызывать дух вот на этих буквах тарелкой, блюдцем. И вдруг, говорит, как только мы начали делать эти слова, произнесли, с обратной стороны окна, то есть, они живут на каком-то этаже, постучали в окно постучали. И говорит ее муж или молодой человек: да ну вас к черту, вы чё, блин, вообще охреневшие, включите свет. Они включили и говорят: мы просто были вот такие, в таком состоянии, как в трансе, несколько дней, очень всего боялись и так далее. Так вот, вы вызывали, он пришел. Что вы хотите? Вы хотите вызвать, но в глубине души надеетесь, что никто не придет, вас не напугает. Да нет, он может прийти. И имейте в виду, что иногда приходят они и настолько физически сильно воздействуют, могут ударить. Такое было, что от ударов лицо кривилось у человека, потом очень долго это все восстанавливали там массажем и этими уколами и так далее. Понимаете? Пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая Инга. Хочу рассказать свою историю встречи с духом.
В лет 16-17 с подружками договорились колдовать ночью на 13 января. Пожалуйста. Призвать жениха в сон. Под кровать поставила стакан с водой. Сверху перекрестила 2 вилки или ложки, сказать точно сейчас не могу. И произнесла: «Приди, суженый, попроси испить водицы». Когда засыпала, слышала на улице лай собак. Было жутко. Суженый Подумала, пришел с того откуда столько мира. собак у нас во дворе пятиэтажки. Сплю на животе. Среди ночи меня будят за плечо. Заставили повернуться. Напротив меня стояла женщина. Видно было силуэт. Четкого очертания лица не было. Меня парализовало от страха. Хотела закрыть глаза, не смогла. Хотела отвернуться, не смогла. Кричать не смогла. Лежала так несколько секунд, смотрела на нее. Показалась вечностью. Потом она начала исчезать частями сверху. Голова, потом плечи, потом грудь и так далее. И после этого я боялась закрыть глаза и отвернуться. И все-таки нашла силы, отвернулась. Страх был ужасный. Прошло много лет, не могу понять, кто приходил и что хотел сказать. Жених так и не приснился. С уважением, Татьяна. Это мать жениха пришла. Это пришла свекровь вашего суженого и сказала: еще раз моего сына позовешь, блин, не обижайся. На самом деле вы просто призвали сущность, понимаете? Вы просто призвали сущность, и пришла та сущность, которая была рядом. Вы поймите одну вещь, дорогие друзья. Для того, чтобы призвать ту сущность, которая вам нужна, нужна сила. Понимаете? Нужна сила. Вы должны, как вам сказать, иметь разрешение, дозволение призвать ту силу, которая к вам придет. А для этого энергии не хватит вам. Так вот, вы когда призываете там Высоцкого душу, Гоголя и так далее, естественно, не они приходят. Потому что вы слишком мелкие детки, чтобы призывать такие сильные души. А теперь я показываю в направлении моего пальца. Посмотрите лицо. Вот, посмотрите лицо, очертания. Вот он. Прямо на экране телевизора. Так вот, вы призвали, и пришла любая бродячая сущность, которая там гуляла. И ваш страх, ваш ужас для нее стал ужином, то есть для нее стало питанием. Понимаете, вот и все. Пойдемте дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга. Хочу рассказать свою историю встречи с духом. Это мы слышали. В моей жизни было несколько историй встречи с духами. Одна из них, мы переехали в другой город. Муж ночами пил, поздно приходил. Была поздняя осень, дома было очень холодно, я ночью спала с детьми. И включен был камин через удлинитель. Я заснула и чувствую во сне то ли сон, то ли полуявь. Мужчина в черной одежде, в рубашке, в черных брюках, коротко постриженный. Мне говорит: просыпайся. Я думаю, да что такое? Он опять не просыпайся. Вот толкает меня в плечо. И так настойчиво. А мне так спать хочется. Я еле-еле открываю глаза, просыпаюсь, а у меня удлинитель плавится, и уже маленький язычок пламени из него горит. Я вскочила, все выключила, все потушила, убрала. У меня такой страх обуял. И я очень хорошо запомнила. Вообще этот период жизни у меня был тяжелый, и вот мужчина
вот этот в черной одежде несколько раз приходил. Когда я рассказала об этом своим близким подругам, они сначала сказали, ангел-хранитель, наверное, приходил, потом говорят, а крылья были, белая одежда была. Я говорю, была черная одежда, рубашка и брюки. Ага, ангел вам. Они засмеялись, говорят, странно, кто ж тебя бережет, кто ж к тебе приходит. Тьма приходит, ангел-хранитель. Какие ангелы? Вы о чем вообще? Тьма, темные силы вам помогают, темные. Только темная сила помогает, только темная сила жалеет, понимает и охраняет. Какие ангелы? Забудьте про ангелов. Предупреждает. Вот. А вот теперь представьте, насколько темной силе обидно. Вот представьте, его заслугу приписывают каким-то ангелам, каким-то христианским или мусульманским силам. Вот представь, ты спас человека, с пожара вынес, да? У тебя обгорели волосы, руки, и награждают другого. В Кремль приглашают, награждают, прижимают руку. Или ты воевал, а награды получает другой человек. Это больно, мы обижаем эти силы. Тут же ангел-хранитель, еще что-нибудь, тьма, темная сила. Темная сила вам помогает, а вы благодарности, значит, пишете этим другим, понимаете? Вот в чем дело-то. Вот это вот нехорошо. Дальше слушаем. Теперь вот из рассказов Инги я поняла, видимо, этот вот и был самый стражник. Но потом жизнь у меня немножко изменилась, и мне стало жить полегче, и он ко мне больше не являлся. Я даже очень грустила и переживала. А потом еще много времени прошло, давно, может, года 2 назад был сон, залитая солнцем долина, зеленая трава, очень яркие краски. Ну-ка, это продолжение. И в этой долине стоит огромное количество таких мужчин в черных рубашках и в черных брюках. И я там тоже стою рядом с ними в облике мужчины. И мы на непонятном языке очень громко, все вместе, хором поем какой-то гимн. То есть язык, он не похож на те, которые я знаю. Да, Но язык я его духов. знаю, и я вместе с ними очень громко, бодро, так возбужденно пою, и я просыпаюсь, я дома, я в спальне, ночь. Думаю, вот это да, но было мощно. Было мощное многоголосие, очень много мужчин. Вот эта яркая долина с зеленой травой и солнцем. Сон, который я рассказала, я вот смысл его понять не могу. Если Инга сочтет нужным. Сочтет. Вот послушайте меня. В Москве 5 утра. Первое. Он просто дух, который в тебя влюбился, который пожалел тебя, который увидел, насколько тебе тяжело, насколько омерзительно твой муж себя ведет, и как ты мучаешься одна с детьми, и что у тебя нету защиты. И просто решил взять, знаете, так, шефство над тобой и начал тебе помогать. Во-первых, он тебя спас от погибели, тебя и твоих детей. Во-первых, вы бы угорели там или сгорели бы живем. Это первое. Второе. Когда ты начала скучать и захотела увидеть, он тебе показал, какое огромное количество вас окружает, то есть какое огромное количество есть вокруг. Понимаешь, что он тебя не оставил, но их много, и у них много дел. И что они заняты тем, что делают, скажем, великое дело. И вот этот гимн, который вы пели силе. Вы пели той силе, вселенской силе, которым они служат. Он просто тебя приобщил, он показал, что ты не одна, и вообще вы не одни, нас так много, мы вас охраняем, и тебе позволили зайти увидеть самое сокровенное. То есть, знаете, слушай, это не твое дело, как я буду работать и что я буду делать. Пошел вон.
Я и сейчас работаю, разъясняя людям такие вещи, которые они нигде не прочтут, не услышат. Так вот, он тебе позволил, и он тебе сказал, что ты одна из нас, то есть ты под нашей охраной, и мы с тобой рядом, и нас очень много, чтобы ты не боялась, понимаешь? Приобщили тебя к определенному таинству, когда они все восхваляли эту силу. И вот именно под защитой этой силы ты и находишься. Они приходят, Айшат, они приходят в самый тяжелый момент жизни, когда человеку очень плохо, у него нету другого выхода из спасения. Это даже не сон, это скорее видение просто. И они, да, они говорят тебе, мы с тобой рядом, не бойся. Чаще всего именно в такое время. Был такой момент, когда во время войны семья, жили впроголодь, и говорит, я очень сильно болел, был маленький, меня оставили дома. И все пошли работать в поле. Я просыпаюсь от того, что кто-то ест наш хлеб. Причем, говорит, кушает так чавкая. Берет с этого сундука этот хлеб и, значит, чавкая ест. А бабушка строго-настрого наказала, что каждому определенный кусок полагается в день. Потому что, голодные годы. И я, говорит, просыпаюсь, так вот босиком подхожу, горя вот от температуры, смотрю, такой волосатый мужик сидит за нашим столом и хрюмкая ест наш хлеб. И, значит, я, говорит, посмотрела и говорю, дяденька, не кушайте наш хлеб, мы голодные, нам кушать нечего. И, говорит, он так недовольно, говорит, забурчал и повернулся и посмотрел на меня. И я, говорит, маленький ребенок расплакался. Это рассказывает старый дед. Я, говорит, заплакал. Мне стало страшно, и потом я испугался, что я такое сказал такому грозному мужику. И исчез. Я, говорит, меня нашли, что я упал на кухне, меня нашли, и то, что я рассказал, они посчитали за бред. На следующий день моя бабушка увидела возле дверей мешок муки. Она, говорит, боялась там спрашивать кого-то, потому что голодный год, мешок муки, нас могли бы расстрелять. Она, говорит, сначала подумала, что кто-то украл, не успел убежать и оставил у нас. И, говорит, долго по ночам всматривалась, значит, в окно, думая, что сейчас эти воры придут, потребуют эту муку, боялась с ним что-то сделать. И когда прошло несколько дней, она, значит, расслабилась и испекла детям хлеб. И вот он говорит, можете верить, можете нет, но всю войну этот мешок муки раз в 2 недели нам приносили. И вот мы перенесли эту войну. Из-за того, что я домовому сказал, дяденька, не кушай наш хлеб, мы голодные. Понимаешь, и он, наверное, скажет, достали, со своим хлебом, нате, кушайте на здоровье. Это реальность. Абсолютно полная реальность. Может быть, кому-то человеку внушили, он приносил этот хлеб, оставлял, даже не помнил, где он оставил, и они потом питались. Это тоже возможно, что человек просто приносил, мешок муки оставлял и забывал, где он принес и оставил. Вот у него помутнение было, вот духи им руководили. Это реально. Не обязательно, чтобы домовой сам на себе тащил и принес. Когда люди говорят, да нереально это все, да ладно, кто там принес специально, что духи приносят там золото или серебро или деньги разбрасывают? Нет, они могут не разбрасывать, они могут пьяному человеку просто-напросто так закрутить, что у него из кармана все вывалится, понимаете? Все упадет, а мама ваша с утра пораньше пойдет на работу и увидит и это золотые часы, и деньги, и вот это будет вашим спасением в этот день. То есть они могут через людей, через какие-то нелепые ситуации вам дать то, что вам в данный момент очень нужно. Верите? Это реально. И тот человек, который был мертвецки пьян, может быть, даже и не помнить, где он чего оборонил, где там уронил, где что там случилось. Не помнит. Но кто-то эти деньги нашел и применил по назначению. Если тот должен был нажраться за эти деньги, здесь женщина, может быть, хотела операцию сделать своему ребенку, не знала как. Вот сдала эти золотые часы,
и сделала эту операцию и спаслась. Понимаете? Пойдемте далее. Здравствуйте, Инга. Когда я была маленькая, мне было почти 6 лет. И ночевала я у бабушки. Вообще я все свое детство провела почти у бабули с дедом. Да, было очень раннее утро. Баба, как всегда, пошла в сарай кормить животных. Я лежала на диване и смотрела телевизор. Потом мне внезапно захотелось пойти к бабе. Ну, поискать ее, где она находится. И из зала у бабы в доме шел такой длинный коридор. И вот я хотела по этому коридору побежаться быстро, чтобы выйти на веранду и на улицу и позвать бабу. Не знаю, просто так. И вот просто оцепенела, я маленькая была, оцепенела перед этим входом в коридор, потому что я увидела большую тень на полу. И просто вот так, ну, я, конечно, испугалась, маленький ребенок, я себе не могла вообще-то что объяснить. Я вернулась быстро в зал, легла на диван и укрылась. И просто ждала, когда зайдет баба. Да. После этого у меня была очень тяжелая операция. У меня был перитонит. Врачи сказали, что... Мне мама потом рассказала, что девочка не выживет, но оперировать будем. 20% у нее где-то есть шансы, что она выживет. Но что хорошо было, у нас тогда на маленький городок было 2 хирурга. От одного хирурга отзывались не очень хорошо, и в эту ночь у него было дежурство. Но как-то так получилось, что меня оперировал вот именно уважаемый всеми хирург. Он вот ночью его вызвали, и он мне прооперировал, да. Вот, потом проснулась, выжила, да. Потом проснулась, мама сидела возле меня, плакала, но мне потом никто не верил, когда я рассказывала маме, что я видела тень. Это, конечно, девочка маленькая, она может сама себе что... Теперь скажу, что такое тень. Особенно перед болезнью, перед смертельной болезнью, опасностью тень. Это тот самый стражник, который пришел, и как бы он присутствовал, вы просто случайно наткнулись, увидели, а на самом деле он просто пришел спасти, заступиться. Вот поэтому и выжили. Стражник. Так, дальше. Уважаемая Инга, разрешите представиться. Меня зовут Наталья Лейник. Хотелось бы поделиться с вами, со всеми слушателями ваших каналов, с моими неоднократными встречами с потусторонним. Начну, наверное, издалека, с детства, рассказав вкратце о самых ярких моментах, которые помнятся до сих пор, приводя меня в ужас при воспоминаниях о них. Мне было 5-6 лет в деревне у бабушки. Как-то вечером зашла в курятник при доме, в сене. На ощупь пыталась найти выключатель, чтобы включить лампочку. Моя рука почувствовала огромную лохматую лапу поверх выключателя. Пытаясь от неожиданности отдернуть руку, отчетливо почувствовала еще одну волосатую лапу сверху, которая прижимала мою руку, не давая вырваться. Я не помню, как мне удалось вырваться, но ледяной ужас до сих пор меня охватывает, когда я вспоминаю об этом. Больше я туда одна не заходила, без моей бабули. Второй случай, который врезался мне в память из детства. Мне было 12 лет. И мы переехали в новую квартиру. Родители были на работе. Я после школы сижу за фортепиано и готовлюсь к урокам музыки. Играю какую-то пьесу. И вдруг неожиданно мне кто-то начал подпевать мужским басом из-под моих ног. Прекращаю игру, прекращается пение. Начинаю играть, этот некто начинает петь. Причем не тихо. И у меня, подождите, я записала, потому что это очень так... У меня начинается ступор, потом какой-то нечеловеческий ужас. Первое. Домовой это был, который охраняет весь двор. И чем-то ты ему не понравилась. Может быть, была
слишком шумная, они не любят шумных детей. Может, свистела, может, часто заходила, кур пугала. И вот он таким образом тебя просто отучил ходить куда не надо и трогать чего не надо. Это домовой. Эти лохматые лапы и прочее, это мне знакомо, это уже было. Когда мы баловались, хотели курицам сделать уколы очередной раз, я тоже зашла в курятник, чтобы схватить очередную курицу. И я помню, что лохматая лапа просто легла мне на плечо. И я с жутким визгом выскочила оттуда. А мы баловались, мы просто куриц вытаскивали, делали им уколы синкой, и они потом помирали, понимаете? Да. И вот домовой просто навел порядок. Он сказал, хорош уже этих бедных куриц, блин, мучить, идите отсюда. И вот эта лохматая лапа, это домовой, который детей не любит опускать туда-сюда. А очень может быть, что эта лампочка, может быть, горела плохо, или, может, замыкание могло случиться, понимаете, Наталья? И вы, когда зашли, чтобы включить, он вас остановил. Это вы считаете ужасом и страхом, а на самом деле это было, может быть, во благо вам. Очень может быть, что эта лампочка могла, например, лопнуть и прямо тебе в глаза, и ты бы могла ослепнуть. И чтобы это не случилось, он просто предотвратил. Он сразу прижал тебе руку лапой и не дал включить этот свет. Значит, была какая-то причина, но не из дурных намерений, а чтобы просто помочь. Но поскольку у него лапы волосатые, ну что делать? Он такой, он не мог нежными лапками трогать, если у него волосатые лапы. Если хотите узнать мое мнение, лучше пускай меня трогает волосатая лапа, чем холодная лапа. Понятно? Второй момент. Второй момент такой. Да, не успел побриться человек. Я почему этот эфир показываю и почему я решила вот все эти вопросы обсудить, еще раз объясняю, для того, чтобы по полкам просто разложить, и чтобы вы поняли, что это и как это, что не все, что кажется страшным, на самом деле им является. Второе, фортепиано. Если фортепиано было не новым, значит, его купили с хозяином вместе со старым хозяином. Если кто-то подпевал, это значит, вот энергия музыки, она дает определенную силу. Понимаете, вот смотрите, вы после оперы возбужденные. Почему, например, актеры после спектакля, вот почему актеры любят спектакль? Вот смотрите, многие актеры говорят, мы любим театр больше, чем кино. Там такая отдача, мы театр обожаем. Вот не столько сниматься они хотят, сколько хотят в театре работать. Они не работать говорят, они говорят служить. Потому что поднимается человеческая энергия, понимаете? Энергия, она привлекает их. Я как-то смотрела, у нас было такое соревнование историческое, вот играли там всяких рыцарей, в общем, соревнования какие-то, фехтования устраивали. И вот на фотографиях настолько их много, просто вот как снег. И причем, это вечер, летний вечер, это июнь. Просто снег, вот все небо в этом. И там костры горят, значит, сражение рыцарское какое-то имитирует. Их полным-полно. Почему? Потому что привлекает энергия. Почему перед боем стучат в барабаны? Никогда не читали. Да, допинг, своеобразный наркотик. Даже больные актеры до последнего играли и умирали прямо на сцене. Так вот, перед боем бьют в барабаны, просыпается дух войны. Понимаете, агрессия просыпается вот это вот азарт, сила, вот это вот адреналин, все это в одну кучу, человек не боится смерти. Призыв, энергию, бьют энергично, все там кричат, орут. Они входят в некий экстаз. Понимаете меня? А экстаз – это состояние измененного сознания. Что такое состояние измененного сознания? Когда твоя душа чуть-чуть приподнимается над телом и попадает сразу же в астральный мир. То есть ты видишь духов,
ты видишь что-то, ты чувствуешь что-то, у тебя звериный нюх просыпается. Вот когда человек остается один в лесу, и он должен идти, он понимает, что здесь есть медведи, что здесь есть волки, у него просыпается внутренний адреналин. Он вот в таком подъеме, вот в таком вот, в такой агрессии, да, выходит просто из леса в агрессивном состоянии, такой весь в выступлении. Когда выходит из леса, проходит несколько часов времени, он тогда понимает и чувствует, что бы с ним могло произойти в этом лесу. Вот тогда начинается у него жуткий страх. Но в этот момент у него подключаются все силы, которые у него есть. И он чувствует себя сверхчеловеком. Вот как наркоман себя чувствует. Почему наркоман не может отвлечься, отойти от этого? Дорогие друзья, когда наркотик попадает в организм, весь запас твоей силы жизненной, которая у тебя есть, да, за всю жизнь ты будешь это расходовать, она собирается воедино, чтобы это вытолкать. И человек чувствует себя просто, скажем так, сверхчеловеком. Понимаете, вот просто сверхчеловек. Вот он колол себе в вену, наркотик пошел, этот яд пошел, он начинает отравлять сознание, он убивает организм, и весь твой ментальный, вся ментальная сила, все, что у тебя есть, весь запас твоей энергии жизненной, он поднимается, чтобы вытолкать это все. И человек чувствует себя просто богом. Он думает, что он сейчас одним пальцем поднимет КамАЗ. Вот он поднимается каждый раз, и вот ему каждый раз хочется чувствовать себя просто полубогом. Каждый раз колоть и чувствовать, что вот просто, ну, он сверхчеловек просто. И это длится недолго. Это длится месяц-два. Когда организм полностью в рабстве наркотика, все, кайф проходит, идет абсолютная просто зависимость и страх. И страх от того, что ты, если не найдешь, начнется боль, жуткая боль, которую ты не вытерпишь, понимаете? Так вот, твоя жизненная энергия закончилась. Все. Вот поэтому и говорят, что наркоманов спасти нереально. Героин умеет ждать, это есть выражение. Он может 10 лет не колоться, 20 лет, но потом просто даже упоминание о шприце или видеть шприц его трясет, понимаете? Трясет, все, ему это надо. Вот и все. Жизненная энергия. Так вот, ваша жизненная энергия привлекает этих сущностей. И вот твоя жизненная энергия, ты ребенок, играешь на пианино, там ля-ля-ля-ля-ля. Я не знаю, как ты там поешь, орешь. И вот он услышал, эта энергия его привлекла. Ты начала играть, он тебе подпевает. Давайте дальше послушаем. Я не помню, как я выскочила из квартиры и, просидев на лавочке возле подъезда до вечера, пока не вернулась домой моя мама с работы. Потом долго еще боялась подходить к пианино. Третий случай. Мне было 17 лет в той же квартире, я одна в спальне, как будто в полусне ночью. Каким-то боковым зрением вижу на шифонере что-то большое и длинное образовывается. Повернула голову, смотрю гроб. И тут же из радио, которое выключено у нас над дверью, слышу отчетливо голос диктора. Если вы помните, в СССР, в Советском Союзе по ночам радио молчало, но начинало работать в 6 утра с гимном и с гимнастикой, с музыкой для гимнастики. Так вот, диктор ночью из радио мне говорит, как будто обращаясь ко мне лично: как только перестанет капать вода из батареи, ты умрешь. И тут же я слышу слева от меня батарея чугунная, знаете, такие старинные русские, под окном кап, 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 кап. Так отчетливо, как будто на пол капает. Не на пол капает вода, а в пустую ванную с эхом, с таким. Помню только, что я не могла пошевелиться. Лежала как парализованная, боясь посмотреть на шкаф с гробом сверху и слушая звук капающей воды из батареи. Оцепенение продолжалось несколько часов, я думаю, потому что ровно в 6 утра заиграл гимн Советского Союза и послышались ноты утренней гимнастики. Я наконец-то смогла встать и посмотреть на шифонер. В общем, гроб исчез, и, проходя мимо батареи, я отчетливо увидела, что никакой воды, естественно, нет, ничего не капает больше. Я боялась потом заходить в эту спальню, спала.
Это портал. Это дом нехороший. Значит, там что-то было. И это постоянно выходило и тебя пугало, потому что оно собирает энергию таким образом. Показывай гроб, показывай маму убитую, еще что-нибудь. Это портал, это нехороший дом, нехорошее место. Дальше. Была в детской моего брата. 4-й случай. Мне 25. Я с коллективом танцевальным в первом нашем турне в Ливане, в Бейруте. Нас селят в отель. 3 девочки в один номер. У меня с собой моя кошка сиамская из России. Сначала мы начали замечать, что она как-то странно себя ведет. Не отходит от меня ни на шаг, когда я в номере или возвращаюсь с работы. И мы, возвращаясь с работы поздно ночью, мы находим ее несколько дней подряд, забившуюся в угол возле двери с поднятой шерстью, ощетинившейся, с расширенными глазами, шипящую, испуганную и смотрящую в одну точку напротив. И в общем, наверное, на 4-й день, я не помню, придя домой, мы нашли ее в том же углу, неподвижный, фиксирующий тот же угол и с окровавленной мордочкой, и у нее был выбит зуб. Нам уже было не до шуток. Мы в панике... Ой, я свой почерк не понимаю, простите. Мы в панике повключали везде свет и сели все вместе в большом салоне на диване, обсуждая ситуацию. Вдруг из ниоткуда поднялся ветер. Именно ветер, а не сквозняк. Ведь все было закрыто, все двери, все комнаты, все окна. И какие-то листы бумаги, непонятно откуда взявшиеся, начали как будто в карусели кружиться в коридоре. Мы все втроем схватились за руки и в оцепенении, наблюдая за этой сюрреалистической круговертью, как вдруг отчетливо послышался звук воды в душе, бьющей по стеклу душевой кабины. Мы знаем, что в номере мы все трое, и все мы вместе на диванах, испугались, в общем, еще больше. Я, как самая старшая и смелая, наверное, пошла проверить душевую. Действительно, вода хлестала сверху, открытая до предела. Закрыв как можно плотнее кран и включив там свет, я вернулась к моим подругам. Не успев еще до конца осмыслить происходящее, мы слышим грохот на кухне в номере. Идем уже испуганные все вместе туда и обнаруживаем, что кухонная газовая плита со всеми включенными 4 конфорками. Уточняю, что баллон с газом находится в столе, закрытый. Чтобы его открыть, чтобы зажечь конфорки, необходимо открыть стол, отвинтить вентиль газа баллона, потом по очереди спичками или зажигалкой уже зажечь конфорки. Я в ужасе открываю стол, накрепко завинчиваю вентиль баллона, и мы бегом возвращаемся в салон номера, уже не отпуская наших рук от страха и ужаса. И тут еще хуже начинается. Ни с того ни с сего включается телевизор. Да, это знакомо. И я выдергиваю шнур от страха из розетки. И вы в это не поверите, но через некоторое время он опять включается, уже без электричества. Здесь нас... Ко мне приходила женщина, которая сказала: значит, не твое собачье дело, почему я лицо не показываю. Мое лицо все знают, видели 100 раз. Пошла вон отсюда. Значит, женщина пришла ко мне и говорит: ой, у меня такое чувство, что вот кто-то вот за мной ходит, вот какая-то сущность со мной рядом. Я прям чувствую, но доказать не могу, но это реальность. Мы с ней разговариваем. У меня компьютер на другом столе, мы сидим, кофе пьем, разговариваем, общаемся. И вот, ноутбук стоит на другом столе.
И вдруг ноутбук включается, и женский голос что-то там говорит, и он так вот помигал и выключился. И она говорит: ой, что это было? Я говорю: что это было? Это было то, что тебе просто, ну как бы, ты сказала, не могу доказать, а он сам проявился и доказал. Здесь ночевала девушка. Как-то пришла она ко мне, попросилась остаться, осталась. Раньше оставались, и сейчас всем запрещаю. Мы легли спать, и вдруг на кухне женский голос начал разговаривать. Она в жутком ужасе, естественно, ее трясет. Я помню, когда я пошла за хлебом, она спала, вернулась, она вышла, значит, и стоит возле мусорки, меня ждет. Я говорю: что случилось? По дому кто-то ходит. Ее гнали, и правильно гнали, потому что она мне потом создала проблемы некоторые своим поведением дурацким. Так вот, ну, молодость. Я иду на кухню, компьютер выключен, все выключено, ничего нету. Я прихожу, ее обманываю, чтобы она не боялась. Я говорю: да это антивирус. Я говорю: включился. Он иногда женским голосом что-то говорит, мол, идет чистка компьютера. Я говорю: не бойся, я забыла выключить. И антивирус заговорил. Я ложусь на диван, она на разобранное вот это кресло. Из кухни голос говорит: какой еще антивирус? Вы не представляете, что у нее было. Это просто бледная смерть. Она до утра не спала. Я ее успокоила: успокойся, ну не бойся, ладно, ну бывает такое, есть такое. Она в таком состоянии ее трясло. Это было где-то 11 лет назад. Я сказала, пришла, обманула ее. Говорю: это антивирус включился. Я говорю: не бойся. И оттуда сказали: какой еще антивирус? Вот прямо эти слова, представляете? Да, я живу здесь. И вы думаете, этот антивирус ушел? Нет, он где-то есть, но просто он больше меня не трогает. Потому что его целью была не я, ее целью. Ее целью была она. Она хотела ее выгнать. И она ее выгнала. Больше она не пришла ко мне. Самые страшные — это демоницы, знаете. Это самые страшные. Мужской пол, с ними можно договориться, женский пол очень жестокий. Если они куда-то вселились, нереально. Женщина приезжала из Чечни, я ей помогла, у нее было нечто внутри, это нечто ушло. Она мне потом пишет, говорит: я зашла в душ купаться, и сзади мне голос: только не поворачивайся. Говорит голос: только не поворачивайся. Я, говорит, задубела, стою, у меня в руках этот лейка, льется вода, и сзади голос говорит: зачем ты к ней пошла? Я ее боюсь. Зачем ты к ней пошла? И меня, говорит, трясет ужасно, но пришлось ему уйти. Он оставил ее. Так вот, одно то упоминание, что такой могучий дух сказал о том, что он меня боится, это, знаете, многого стоит, я вам скажу. Я видела такие вещи жуткие. Он в ней был, но когда я его выгнала, он уже не мог в нее войти. Он уже ходил вокруг и пытался, но была очень сильная защита, и он туда не зашел, не залез в ее душу. Но он сказал ей: зачем ты к ней пошла? Я ее боюсь. Вот. Пойдемте далее. Сейчас вытащу вот эту вот зарядку. То она горячая уже. Ну, что такое, ну? Ну вот начали мне тут духи чудить. Чат включился, да? Очень хорошо. Продолжаем. Накрывает волной паники. Мы ссором несемся в спальню. И как есть в одежде прячемся, все втроем под одеялом. Я начинаю громко молиться, как учила меня бабушка в детстве. Мои подруги повторяют за мной. Как вдруг из совместного со спальни и туалета мы слышим стук. Реальный стук по двери.
вот тук-тук-тук-тук, вот так громко и настойчиво, как будто кто-то стучится, чтобы войти. И тут я вспоминаю, что бабушка рассказывала мне, что в этих случаях надо спрашивать, к добру или к худу. Я громко спрашиваю, к добру, и мы затихаем, никакого звука. Или к худу. И такой громкий прям стук в дверь начался. Мы прям такой настойчивый. Мы как... А теперь про стук. Пришла сюда женщина. Женщина, которая работала в эскорт-услугах. Пришла, попросила вызвать дух родителей. Она была, то есть, родом с Кавказа, то есть у нее генетика кавказских народов, и она сказала, что во сне мать приснилась и сказала: позорница, и, мол, схватила меня за волосы и начала таскать. И я хочу с ней помириться, я хочу попросить, в общем, вызвать ее душу, и чтобы она меня простила за то, что я делаю. Я выключила свет, я закрыла вот эту дверь, открыла окно и начала вызывать. Дорогие друзья, это, вторая дверь, входная дверь там закрыта, никого не было. Мы были с ней вдвоем ночью. Она приехала где-то к 12 ночи. Тишина, ночной город, все, мы вызываем. Лето. Но я начинаю вызов. Вот эта дверь, которая здесь закрыта, начинает кто-то биться кулаками, как будто, знаете, здоровый пьяный мужик пытается войти в дверь. Это было настолько живо, я до сих пор помню, я сама испугалась, потому что я не ожидала такой сильной злости. Я еще испугалась за нее, потому что если мать приснилась и кидалась и била ее, да, за волосы таскала, то, естественно, вызов ее души ее разозлил. Она и так на нее обижена, а тут еще и ее тревожим, чтобы она простила и так далее. Это было ощущение, что пьяный мужик пытается просто прорваться, зайти в эту комнату. Пьяный, огромный мужик бил, колотил дверь. Это реально. Это вполне реально. Чем они злее, чем они агрессивнее, они ведут себя очень страшно. Так что это все не просто так придуманная вещь, это реальность жизни. Это возможно. Вот бить, колотить специально. Я проснулась ночью где-то год назад. Пуся начал гавкать. Я думаю, что случилось? Просыпаюсь, как будто кто-то ногтями бьет по статуям, где у меня вот картина, это огромная, и вот где вот этот алтарь. Вот кто-то просто вот так вот, знаете, звук создает некий вот такой вот. Вот так. Я проснулась, прислушалась. Бьют по этим статуям. Причем бьют по статуям, которые, чугунные, такие тяжелые. Значит, идет вот такой звук. Я прислушиваюсь, я думаю, может, соседи что-то делают, хрен его знает. Ночь вообще-то, 2 часа ночи. Естественно, стучал. Я подхожу, вот наглый стук перед моими глазами, можно сказать, перед моим носом, наглый стук прямо по статуям. Ничего не видно, никого не видно, но стучат. Это меня так разозлило, бесило. Свет включаю, я говорю: вы мне дадите, вашу мать, хоть поспать один день? Я и так устала, работаю как собака. Чего вам надо от меня еще? И, значит, вот с грохотом падает книга, там наверху прям грохот вот так вот по полу бьется очень сильно. Да, я даже ролик сняла, если помните. Я этот ролик «Ночные гости». Сняла ролик, где звуки слышны. Звуки. Я сижу, снимаю, а он стучит сзади. И он с грохотом ударил книгу, значит, и ушел. И я поднимаю эту книгу, я говорю: ты эту книгу писал, что ты роняешь твою мать? Выключаю свет, ложусь спать. Вот так наша история закончилась. Пойдемте дальше. Парализованные, лежим, не двигаемся, молимся и трясемся от страха. Уже наконец, уже, когда мы уже начали задыхаться под этим одеялом, тянем его немного вниз с наших лиц
И напротив такой массивный шкаф со старинным огромным зеркалом. Наши взгляды падают на него, и оно как будто становится жидким, как ртуть. На наших глазах у нас отнимаются языки, когда мы видим это. Мы наблюдаем, что за чем-то или за кем-то в этом зеркале сначала из зеркала показываются руки, огромные волосатые мужские руки. Ой, не понимаю, что написала, извините. Потом начинаются показываться плечи, грудь, черные от волосатого покрова, и в конце голова. Мужик с бородой черный. Очень заросший и взгляд сверкающий, такой черный, бездонный, свирепый. Не помню от ужаса, что происходило дальше. Мы, по-моему, спрятались под одеялом. Я мысленно молилась и парализованная, прижатая каким-то нечеловеческим ужасом и тяжестью к кровати. Потом начался шум проезжающих мимо машин на улице, начало светать, и все исчезло. В тот же день мы все втроем пошли на ресепшн и с просьбой поменять нам жилье на другой номер. И даже не успев договорить, консьерж нас прервал, сразу дав нам ключи от другого номера, и спросил: вы что-то видели? Вас что-то испугало? Ну Вас вот, что-то они напугало? знали, значит, Мы это дружно, не да. первый раз. И он нам рассказывает, что в этом номере погиб мужчина, араб, в точности описав этого арабского мужчину, сказав, что дело неясное, что то ли его убили, то ли он повесился. Но с тех пор этот номер как заколдованный. Постоянно шумы и грохот, хлопанье дверей. Вот такой опыт с этим нечто в Бейруте. Пятый Пожалуйста. случай. Мне уже 45. Я замужем и 12 лет живу в Италии. Мы с мужем переехали из Рима в Тоскану, в дом его сестры. И моя кошка неожиданно за неделю умирает в страшных мучениях. Совершенно здоровая была всю жизнь. В ту же ночь, как мы ее закопали, похоронили, в общем, я вижу, я слышу, и муж мой тоже, ее любимую игрушку, которая начинает сама кататься по полу и звенеть. И в ту же секунду прямо краем глаза вижу ее пушистый хвост, прячущийся под нашу кровать. Она пришла попрощаться, я думаю. Она была для меня как маленький ребенок любимый. Через полгода настоящего горя и слез решила завести себе котенка. Мы переехали в съемное жилье, и она росла в любви и заботе. Но когда ей был год, она пропала на ночь. Утром мы ее нашли на обочине дороги, уже остывшую, широко открытыми глазами и без каких-либо видимых повреждений. Вот так за 1,5 года я потеряла двух своих любимых питомцев. Это был знак то, что я понимаю сейчас. А тогда что я могла подумать? Совпадение, что они... Вы не могли Сейчас я нигде это думаю, слышать, что они потому что это забирали только здесь рассказывают. весь мой негатив на себя, уходя из жизни. Мы опять переехали. Это был старый дом, очень мрачный, по моим ощущениям. Мне там было плохо, неуютно. Мы начали ссориться с мужем. Уже почти не общались. Он ударился в игроманию и наркотики, хотя был из аристократической и любящей семьи. Его как будто подменили. Мы спали даже уже в разных комнатах, куда делась любовь и доверие. И вот так, вот как-то лежу в кровати, смеркается, я повернутая к окну слева, и кожей чувствую где-то, что чье-то присутствие за моей спиной. Потом как будто кто-то тяжелый садится на край кровати, и я в ужасе поворачиваю, как завороженная голову, никого, только вмятина на одеяле, будто кто-то сидел. Я отворачиваюсь к окну и отчетливо вижу серый силуэт, высокий, худой, в капюшоне, без лица, который просто просачивается через стекло, через окно, из сада в комнату, проходит по кровати, вижу следы на одеяле, как вот
ну, шаги, следы, и удаляется в закрытую дверь, словно, опять же, просочившись через нее. Я не могла еще долго прийти в себя от ледяного ужаса. Через несколько дней муж выгнал меня из дома, это был уже не он. Мне пришлось уехать на работу в Швейцарию с чемоданом и без документов. Он инсценировал кражу, украв все мои документы, драгоценности, паспорта, диплом университета, коллекцию духов и так далее. Все, что у меня было. Только через 3 года я смогла восстановить российское гражданство. Столько нервов и сил ушло. Извините, отвлеклась. Вот вкратце мои самые яркие встречи с... Наталья, послушай меня. Вот это серое вещество. Кто побежал? Где побежал? Вот это серое вещество, существо, вот то, что вы увидели, он пришел предупредить тебя, что ты отсюда должна уйти. Вот эта смерть котов и так далее, это предвещало, это уже говорило о том, что в скором времени твоя жизнь превратится в ад. И ты должна уйти от этого человека. Это дело даже не в домах и не в чем-то еще, а в том, что внутри него была эта сущность, и эта сущность просто начала усиливаться. А ты человек чувствительный к этому миру, понимаешь? Именно поэтому ты все время видела, вокруг тебя эти сущности были все время, и ты попадала в такие ситуации, чтобы этих сущностей видеть. То есть кто-то там раз в жизни что-нибудь увидел, а ты постоянно и очень живо их видела. И ты должна была понимать, что они приходят не только пугать тебя, еще чтобы предупредить. И вот эта серая сущность, она тебе просто показала, что тебе надо уйти. Если бы ты в ту же ночь, например, убежала, да, оттуда, просто ушла, скажем так, то вот смогла бы сохранить, потому что документы, дипломы, это все забрать у человека, это практически оставить его в воздухе ни с чем. Да, это был уже не он, это уже был человек психически больной, внутри которого ей эта сущность соедала и питалась твоими страданиями. Вы никогда не сталкивались, когда мужья издеваются, а потом извиняются, просят прощения, падают на колени, говорят, что они не помнят, и очень может быть, что они правда не помнят, но от этого не легче. Потому что эта сущность через этого мужчину над вами издевается и забирает вашу энергию жизни. Я еще принесу, поставлю на зарядку. Я должна сегодня все это доснять. Кто останется, останется, кто нет, остальные потом посмотрят записи. Я сейчас. Так, сейчас я поставлю на зарядку, и мы с вами продолжим. Да. Ну, я, когда обещаю что-то, я обязательно делаю. Немного отдохну потом и дальше. Давайте-ка. Сейчас он отключится на секунду. Угу. Ну вот насколько хватит, настолько и продолжим. Дальше посмотрим. Ой. Что у нас еще? Здравствуйте, уважаемая Инга. Вас беспокоит Гульзия. Я с Западно-Казахстанской области, города Уральска, Казахстан. Мы недалеко от Самары, где-то 5 часов езды. Я хотела рассказать свой рассказ. У вас был недавно один этот... Ой, извините, я волнуюсь. Кто видел призраков, вы говорили. Угу. А вот я вот летом я работаю торговым представителем в компании молочной Актюбинской. Айс называется.
я хожу по магазинам, собираю заявки. И вот я раз иду летом, где-то это был после обеда, около Уральска есть такой поселок, Кладовощный называется, Мичуринский. И это было где-то на час дня, я иду. Навстречу идет ко мне, я вот вижу отчетливо, идет ко мне мужчина русский, волосы кудрявые, в кепке, как бейсболка, в очках, в таких, как типа шорты такие удлиненные, и идет таким быстрым шагом. Но я думаю, я еще так обратила на какой-то интересный человек. И он как бы недалеко от меня, прям сворачивает, даже не смотрит на меня, просто сворачивает, спускается вниз, вот как типа возвышенности дорога, и он спускается вниз. Я говорю, интересно, даже на меня не посмотрел, идет так уверенным шагом. Я еще так посмотрела ему вслед. Он спустился, там было такое дерево, как куст. Он за него завернул, его нету. Я такая говорю, наверное, мне показалось. Он, наверное, там спустился в яму. И не обратил внимания, пошла дальше. И теперь я думала всю неделю. Потом, это я раз в неделю хожу, там по средам ходила. И вот в следующую среду я иду опять. И думаю, дай-ка я сверну по этой дороге, куда ушел этот человек. Спустилась-то, посмотрела. Я думала, может, там яма какая-то. Нет, там ровная земля, никакой ямы нет. Я вот думаю, что это было? Я говорю, может, я с ума сошла? У нас там есть женский монастырь. Говорили, там раньше всякие были эти монастыри были. Вот типа там такая земля нехорошая, это и там бывает. Извините, пожалуйста. Вот. Все нормально, нечего извиняться. Объясню. То, что вы увидели, что он куда-то исчез, это правда. Растворился. Просто его сил хватило на некоторое время, чтобы он просто показался вначале, а потом просто он исчез. Был такой случай с моим дедом, я как-то рассказывала. Зимой у них было колхозное собрание, и вот он где-то до 12 они там обсуждали, говорили что-то, и пошли по домам. И мой дед возвращался домой, и там поле идет, и дорога, прям открытая дорога, никого нет. Ну, в советское время особо никто не боялся, все везде ходили, собственно говоря. И, значит, идет, и там овраг такой. И возле этого оврага, чуть подальше, стоит человек и говорит моему деду: Георгий, подожди, вместе пойдем. И тот поворачивается и говорит: пошли, давай, жду. И вдруг вспоминает, что этот старик их сосед, и он умер где-то месяца 2 назад. И как только до него доходит до сознания, что его же нету в живых, мой дед с места отрывается и начинает бежать. Ну, молодой еще был, где-то 30 лет, что ли. Это рассказ моей бабушки. Он, значит, срывается с места и бежит. И этот старик за ним гонится. И причем, как он рассказывал, он не просто бежал, он, говорит, летел за мной. И, значит, мой дед перепрыгивает этот овраг и бежит, и поворачивается, чтобы посмотреть, он там его догоняет или нет. И видя, что старик провалился в этот овраг и исчез. Дальше он не пошел. И вот у меня дед бегом прибежал домой, рассказал это все, до утра не мог спать, все такое. Утром рано встает, вот, значит, когда уже солнце, не боится, и идет до этого оврага, чтобы проверить, в конце концов, что это было. И видит шаги, то есть четкие следы на снегу, которые кто там звонил кому, что больной какой-то, господи. И он видит шаги, значит, этот придурок даже не понял, о чем речь, какой звонок.
Здесь голосовые сообщения от людей. Какой звонок? Голос один в один. Больной какой-то, блядь. Идут два следа до оврага. В овраге один след, и дальше оврага только следы моего деда. Больше нигде нету ни обратно следов, ни вперед, ни назад. Он исчез в этом овраге, он просто растворился. Так что вот это... Да, это жуткое состояние, не дай боги никому. Такое действительно испытать. Это страшно. Столкновение с потусторонним не самая веселая вещь, и они стараются как можно больше напугать, чтобы взять у тебя как можно больше энергии. Нельзя бояться. Помните, что физически они вам ничего причинить не смогут, если только они не очень сильные сущности. И просто говорите, откуда пришел, туда иди. Дальше послушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга. Хочу рассказать тоже свою историю. Она произошла лет 15 уже, наверное, назад. Тогда у меня дети были еще маленькие, ну как маленькие. Младшей было 12, старшей было 15. И мы всей семьей, муж и я, и дети ездили в магазин. Уже это осень была, тоже, наверное, октябрь-ноябрь месяц. И где-то часов 7 мы вернулись домой. Мы снимали квартиру. И когда заходишь в подъезд, у нас автоматически включается свет. Ну, и я начала ключом открывать дверь, мы втроем стояли. Муж поставил в этот момент машину в гараж, а мы пошли домой. Я открываю дверь нараспашку. С правой стороны у нас зал, длинный коридор здесь идет, и с левой стороны туалет. Мы, естественно, кто на перегонки в туалет попасть. Дверь открываю, и мы втроем столбом встали, дальше не идем, потому что из зала, прогуливаясь, идет, ну, если я ростом 1,57 м, то он был, наверное, 1,85 м, вот так вот где-то. Ростом человек, тень. Голова, плечи, руки, ноги. Человек, только без лица, без ничего, тень. Такая темная сгусток тени. И было, ну как, чтобы сказать, чтобы совсем темно, нет, ну, светло, еще сумерки. Я в шоке. Стою так, рот открыл. Он увидел нас, аж отпрыгнул. Как-то назад отпрыгнул, потом как вперед рванул, и по этому коридору вниз стал уменьшаться, и в щель ушел, там в следующую детскую комнату, да, в щель ушел. Младшая дочь стоит и говорит: «Мама, hast du gesehen?» Ну, она на немецком сказала: «Мама, ты это видела?» И я говорю: «А что ты увидела?» Она говорит: «Тень». И старшая дочь: «Мам, я тоже видела, я боюсь, я не зайду». Ну, я, естественно, там сама в шоке. Я говорю: все, спокойно, все. Сейчас папа подойдет. Папа пришел, мы ему говорим, он говорит: «Ах, ну что вы тут? Что это было? По сей день так и не знаю». Я теперь, я его на вытянутой руке увидела. Мы все втроем его увидели. Ладно, если бы я только увидела. Это вот было в нашей жизни. Вот это первый случай, когда призрак сам испугался. Знаете, такой анекдот, когда идут два призрака, и тут, значит, человек с фонарем идет, и два призрака навстречу. Один старше, другой помладше. И тот, который помладше, как заорет: «А-а-а!» И этот, который постарше, ему подзатыльник дает и говорит: «Сколько раз тебе говорить, хватит верить в эти сказки про живых». Теперь послушайте меня. Это на самом деле просто открытый портал, в котором заблудилась эта тень. И она искала выхода. И когда вы внезапно ее застали, она не от неожиданности, потому что ее не должны были видеть его, видимо. Видимо, он там обитает, просто не показывался. От неожиданной просто вот это вот состояние, да, когда вы застали его там. Он и раньше был. О, алкаши проснулись. Орут.
и раньше он был, но вы просто его не видели. А здесь он вам показался внезапно, неожиданно. Он не заметил, как вы пришли. Он не почувствовал. Это же не божество, понимаете? Это может быть душа чья-то. Поэтому, естественно, она точно такая же, как и человек. Может быть, и невнимателен, и так далее. И он вас испугался, а вы его. Просто некто, который там обитал. Вот и все. Но если он вас не трогал, не мешал ничем, никак не показывал себя, может, им всегда он там был, понимаете? Но вот на сей раз вы его увидели, и он вас. Ну, он вас видел раньше, просто он не ожидал, что вы его увидите. От этого он отпрыгнул и исчез. Дальше. Инга, добрый вечер. Меня зовут Елена. Я хочу отправить информацию вам по вашему видео. У меня регулярно происходит такая ситуация. Среди бела дня кто-то стучится в дверь, явно стучится, и мои дети открывают. Я постоянно им говорю: не открывайте, посмотрите, пожалуйста, в глазок. Если там кто-то есть, то откройте. Если нет, не открывайте. Они открывают дверь, а за дверью никого нет. И после этого, если дети открыли, происходят какие-то неприятные ситуации. Либо у нас кто-то заболевает, либо там теряются деньги, либо происходит какая-то неприятность. Вот так. Когда стучатся в двери и никого нет, есть два объяснения этому явлению. Во-первых, это домушники, которые проверяют, дома вы или нет. И во-вторых, это беда, которая стучится в двери. Смерть обычно стучится в окно. Беда стучится в двери. Не открывать. Если за дверью никого нет, нельзя открывать. Вы впускаете домой беду. Но дети же должны понимать, если дети уважают родителей, они должны слушать родителей. Если вы объясняете, что стук – это плохо, и вы впускаете эту плохую сущность в нашу жизнь, это плохо. Был такой случай. Значит, в общежитии, живем в общежитии, в том же студенческом, кто-то стучится в дверь ночью. Где-то 2 часа ночи, все спали. Кто-то стучится, и одна из девочек встает, чтобы открыть дверь. Наша старшая, которую мы называли мамочкой, смеясь, ну вот она над нами командовала, Юлия, она говорит: ты чё, блин, открываешь? Ты хоть спроси, кто там. Но она не успела еще это сказать, там дверь уже открыла она, посмотрела и говорит: да никого нет, кто-то балуется, что ли. Закрыла и легла спать. Дорогие друзья, всю ночь всех душили, кроме меня. Я спокойно спала, все как передушенные гуси с утра. И да вашу мать, вы чё, блин, не знаете, что вот это, когда стучат, нельзя открывать, это беду пускайте, блин, ты чё, не знаешь? В общем, она там всех отчитала, начала что-то там читать, какую-то икону принесла, поставила. На следующую ночь, значит, с грохотом падают чашки, ложки, все, что есть со шкафа. И мы вскакиваем, свет включаем, какой тут сон уже, все. И мы шли сколько дней, у нас просто глаза опухшие от такого состояния. Мы попросили другую комнату. Нам не дали. Но благо мне через 2 дня надо было уже домой. Каждую ночь кто-нибудь во сне начинал храпеть. Или там что-то там говорил, вякает. Понятно, душит. Включаем свет, начинаем гнать. Вот доходило до такого смешного состояния, что мы подушками начинали махать, выгоняли кого-то. Я говорю: откройте окно. Давайте, значит, окно открыли и говорим: значит, иди отсюда, откуда пришел, туда иди, твою мать. Вот я уехала, не знаю, что там было дальше. Нельзя пускать. Ни в коем случае. Есть законы потустороннего мира. Согласно этим законам, они не имеют права, многие духи, переступать порог, пока им добровольно не открыли, не пустили.
Понимаете, в чем дело? Вот и все. Может быть, вот женщина, которая увидела, которая говорит, что стоял дух, да, вот стояло нечто, и когда она начала по плечу бить, там, пропустите меня, оказалось, что там никого нет. Может, вот он как раз кому-то тоже в двери стучался. И, может быть, они откроют дверь, его не увидят, но впустят его домой. Вот и все. Ну, объяснить надо детям. Нельзя открывать дети, все, и нечего тут говорить. Нельзя, и все, я сказала. Наказывать. Нельзя, однажды просто они откроют дверь, и он заберет ребенка. То есть через некоторое время ваш ребенок заболеет и умрет. Зачем это делать? Если постоянно эти стуки есть, нельзя. Пойдемте дальше. Прошу прощения за голос, немного болею, бронхит. Меня зовут Виктория, крещенная Рита. У меня жизнь подразделяется на несколько случаев. Хотела сказать яркие, но посыпалось столько, что даже невозможно остановиться. Есть периоды, когда меня постоянно кто-то хочет убить, и кто-то все время спасает. Родилась обмотанная пуповиной, полудохлая, как сказали врачи, поэтому, может быть, отсюда интересно, столько много интересных случаев спасения моей жизни. Помню, в детстве у дедушки в Новочеркасске, в Ростовской области, я шла с сестрой по полю, и откуда ни возьмись, огромный бык сорвался, из стада убежал. И мы с сестрой в мгновение ока залетели на сток сена. Нас оттуда потом полдеревни снимали. Как мы туда забрались, это просто невозможно. Для маленьких детей, 6-10 лет, это было просто невозможно. В мгновение ока просто забрались на сток сена. Другой случай из Калининградской области уже как... Если вы умирали, это называется дитя смерти. Это люди, которые все время, скажем так, с научной точки зрения уже объяснено. Откройте, посмотрите сон. Там все сказано про сонный паралич. Так вот, эти люди, их называют дитя смерти. И что бы с ними ни случилось, смерть их спасает. Потому что она дала возможность этому человеку жить. И теперь от всех бедствий спасает. Пойдемте далее. Когда я подросла, мы часто купались в Балтийском море. В 16 лет, во время шторма, я пошла купаться, и волной ударилась о волнорез. На вдоль берега стоят волнорезы. И вот, когда уже я падала на дно, кругом водоросли, песок и лучи солнца, как бы полностью тело обмякло. И вдруг меня кто-то из сильной рукой вытащил и притащил на берег. Я увидела молодой красивый человек, и меня поразило, что у него были сухие волосы, волнистые, голубые глаза. Вот. И только я обернулась, хотела поблагодарить этого молодого человека и не могу его найти. Спрашиваю друзей, спрашиваю людей, которые на пляже. И говорю, а где этот молодой человек? Помните мой рассказ, когда меня кто-то оттащил за шиворот от трамвая? Я тоже повернулась, чтобы отблагодарить молодого человека, но никого не было. Как мне его поблагодарить? Я хочу ему спасибо сказать. Они говорят, а ты о чем? Я говорю, ну вот, меня вытащил из воды. Они говорят, глупости. Ты одна выползла из воды, и вот никого не было. Вот такой интересный был случай спасения. Также у меня интересный был случай, когда я шла ночью, вечером по Калининграду после сдачи очередного экзамена. Вот, и уже подходя к дому, вижу, идет компашка людей, там 3-4 человека. И вот прям спинным мозгом чувствую, что нехорошо они идут, нехорошо. И тогда я воззвала ко всем, кому только было возможно, это лет 17, наверное, было.
чтобы меня защитили все, кто только может быть. Я это кричала внутри себя. Вот. И я помню, что я решительно, прямо решительно пошла в самую гущу. И я ведь видела, как они смотрели на меня, что они уже готовились какие-то свои слова, какие-то жесты и так далее на меня направлять. И вдруг я прохожу мимо них, вот как сквозь тень, как сквозь туман, как сквозь какой-то мираж. И смотрю, я иду себе дальше, вот, а они остановились и стали недоуменно как-то оглядываться. Вот такой был случай интересный спасения ужасным взглядом, недоброжелательным. Но однажды я пришла защитить свою дочь. И говорю, вот вы обижаете дочь, вы выгоняете, как вы можете это сделать? Я говорю, даже злой хозяин в такую погоду, в феврале месяце, как дели, как минус там 30 мороз, не выгонит, даже собаку на улицу не выгонит. И вот я сказала, они меня выгоняют, мы сейчас милицию позовем. Вы кто такая? Да что вы тут делаете? Я говорю, пришла к своей дочери. Вот моя дочь, вот мой внук. А то, что зять, говорю, не защищает свою жену, так это его проблема. Я хочу все-таки выяснить. Села скромно на стульчик в уголке квартиры и говорю, пока мы здесь все не обговорим и не помиримся, я никуда не уйду. Так вот этот пес Причем здесь бред? меня. Бред здесь при чем, мадам Лола? Вы хоть прочитали название? Что за бред вы сейчас несете? Чтобы я больше это не слышала. Прежде чем говорить глупость, читайте название. О чем речь? На мою дочь, на моего внука, на моего зятя и на его маму. Еще у него сестра Катя там была. Вот. И смотрел, и вдруг подошел ко мне, положил свою морду прямо мне на колени. Потом посмотрел опять на всех, опять морду мне на колени. Потом пошел всех своих игрушек попритащил и положил опять же мне на колени и стал облизывать мне руки. Я говорю, посмотрите, даже пес, говорю, защищает мою дочь и ее сына. Говорю, как же так вы не можете видеть таких вещей, что эта девочка родила, и она еще не может там следить за вашей собакой, помимо того, что она убирается, готовит, еще учится. Ну, вот такая была конфликтная история вот именно с собаками и со спасением меня. Вообще с детства падаю, везде шрамы, и язык прикусывала, и как бы... Если вы дитя смерти, они будут вам помогать всегда. Это нормально. Так, дальше. Значит, тем, которым я должна была сегодня ответить, я боюсь, что я отвечу днем. Я очень поздно закончила эфир. Поэтому вот я один случай еще хотела показать. Сейчас я хочу найти все же последний случай и вам показать. Так, где ее СМС? Сегодня собирала все эти СМС, ну. Некоторые, которые отправляли, мне еще раз потом отправите, я их пособираю и снова покажу. Так. Сейчас, секунду. Не-не, я сейчас все же найду. Угу. Так. Как надоело вот этот дебилизм. Столько дел, и вот лезу со своей ерундой просто. Что это уже вы не поделили?
Я сказала это не от того, что мне так хочется говорить, а потому что это и есть, понимаете? Потому что так и есть. Все, не надо сейчас приходить в это агрессивное состояние, придите в себя. Так, это что? Давайте пока. Будьте добры, напомните мне после 4 сегодня, чтобы я не потеряла эти видеозаписи. После 4 мне напомните. Подождите, народ, я хочу еще один найти, просто показать и все. Насколько помню, все эти... Угу. Так. Это я уже говорила. Нет, я сейчас должна найти эту историю, потому что она действительно стоит того, чтобы вы послушали. Ну-ка. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, подписчики канала «Ведьмина изба». Возможно, мой голос сейчас чуть будет дрожать, но просто эту историю невозможно вспомнить без волнения. Это случилось, когда я имела смелость. Я не знаю, зачем, если честно. Вот это просто было как какое-то наваждение. Купила очередную колоду карт Таро. И почему-то решила, что мне дозволено к ней притронуться и что-то у нее спрашивать. Причем спрашивала я, как тогда помню, в слезах, на очень сильных эмоциях. Вот. Слушайте внимательно. И по очень тупому вопросу. Очень долго встречалась с парнем, который все никак не делал мне предложение. А вот просто я сейчас понимаю, что я тогда наделала, и сама в шоке. Вот. И ночью перед сном я увидела у себя в комнате тень. Ростом метра, возможно, 2, как человек, но тень. Вот. Стояла возле дверей и смотрела на меня. Ну, я подумала, ну, мало ли, показалось перед сном, профессия творческая, дизайнер, фантазия разыгралась. Но вы знаете, если вот все, что в лекциях Инги она рассказывает, вот если вы это когда-нибудь в жизни увидите, вы ни на секунду не сомневаетесь в том, что это правда и что это существует. Потому что это не можно перепутать ни с фантазией, ни с вымыслом, ни с чем. У вас просыпается просто животный страх и желание жить, и это ощущение просто ни с чем не спутать. И после того, как я пыталась погадать на тех картах 2 недели, я просто чувствовала, что эта сущность ходит за мной, что она в каждом темном уголке моей квартиры, что она у меня за спиной. Я постоянно чувствовала ее присутствие. Видела во снах такое чувство, как будто бы тебя разбудили. И к тебе, это подходит. И ты не спишь, ты точно не спишь, ты все это видишь, как сонный паралич. Вот. Но что-то другое. Не совсем. Просто сонный паралич у меня тоже бывает, но это немного другое. Вот. И где-то недели через 2 мне просто осточертело уже бояться ее. И я делала очень много чисток. Вот, но она все равно появлялась. Но мне стало лучше в плане того, что вообще жизнь наладилась в чистках. И я набралась смелости. Я спросила просто, я знаю, что ты здесь есть, что ты меня слышишь. Что мне сделать, чтобы ты ушел? И в эту ночь
Я не знаю, сколько времени именно. Я просыпаюсь от того, что надо мной кто-то на кровати на коленях наклонился и смотрит мне прямо в лицо и так рукой как провел, и сон снял. И она мне говорит: откуп 600 гривен, это же не так уж и много, правда? И это, ну, это очень странно. Это не так, как вы слышите голоса, и, ну, то есть не так, как люди там где-то что-то услышат, голос и так дальше. Это будто в твоем подсознании, в твоей голове, но ты понимаешь, что тебе это говорят, и ты это будто слышишь, но каким-то внутренним слухом. Вот. Потом я думала, ну как же, а как это сделать? Я же не понимала, то ли где-то оставить, то ли что, все-таки для Украины сумма большая. А я помню, что именно в тот день это были почти все мои деньги, которые у меня были тогда на руках, на карте. Вот. И выходит ролик Инги как раз про приюты, про бездомных животных. И я решила, что это знак, потому что я очень долго думала, как же все-таки откупиться. Я переслала ровно эту сумму в приют наш винницкий, частный, для животных. И после этого эта сущность больше ко мне не приходила. Но я поняла, что в жизни я больше не хочу притрагиваться к картам Таро, что это все очень серьезно и очень опасно. И в те моменты, когда я чувствовала эту сущность рядом с собой, у меня был просто какой-то звериный дикий страх, подсознательный. Такой страх, как будто бы просто попал в какую-то очень опасную для жизни ситуацию, и ты просто очень хочешь жить. Поэтому я на 1000% могу сказать, что этот мир другой, он есть, и он не выдумка, потому что я это все видела на свои глаза, и не только в этом случае. Вот, поэтому я очень благодарна за эти лекции, потому что они очень во многом мне помогли, и сейчас уже все стало хорошо. Но просто кто вот это все видел, он никогда не поверит в то, что это могла быть выдумка или фантазия. Ты понимаешь, что это все реально, абсолютно реально. Спасибо. А теперь послушайте меня. Когда я вам говорю о том, что запретную дверь открыть нельзя, наверное, кто-то думает, что я просто говорю, потому что мне так нравится. Это запретная дверь, которую открывать нельзя. Вы призываете эти сущности, но в глубине души почему-то верите, что они все-таки не придут и так далее, обойдется. Придут. Вызвали, они придут. Но придут не те, которые приходят, чтобы помочь ведьме, а придут те, которые злобные. Это еще ей повезло, что то есть ее не привели в сумасшедший дом или что-то не искалечили, а просто взяли все, что у нее есть, и ушли. У нее было 600 гривен. Он знал об этом и сказал: 600 гривен не так много, правда? Если бы у него было $1 миллион, он бы сказал: отдай $1 миллион, иначе я не уйду. Все бы забрал. Понимаете меня о чем? Так вот, что я хочу вам сказать. То, что я в здравом уме, в трезвой памяти живу, это только по той причине, что меня они туда позвали. Они знают, что я делаю свою работу, они знают, что я выполняю свою миссию, они знают, что я делаю то, что мне положено делать, поэтому меня не трогают, поэтому и я счастлива, и они счастливы, мы все друг друга не трогаем. Но когда человек лезет туда, куда ему не положено лезть, и он не имеет на это права, они приходят, и они могут с этим человеком делать все, что угодно, потому что он нарушил закон Вселенной. А я вам говорила, если вы хотите быть под защитой Вселенной, вы должны соблюдать правила Вселенной. Правила нарушите, оно вас не будет защищать. А правило первое – это не лезь туда, куда тебя не звали. Если тебя не звали в магию, ты туда лезть не имеешь права. Нарушишь это, отойдут от тебя и дадут на растерзание этим сущностям. Понимаете меня теперь? Теперь я пойду немножко отдохну, потому что уже 6:30, а я начала свой эфир с 2 часов почти. И 4 с чем-то часа я провожу этот эфир.
Я не думаю, что есть такие великие могуйки, которые столько работают, как я. Но зато мои работы дают такой результат, что всем это видно и слышно, и ощутимо. И это хорошо. Это благодаря моей именно работоспособности. Я сегодня никому отвечать не смогу, не способна. Я отвечу днем. Кто не хочет ждать, пожалуйста, без проблем. Я могу и не консультировать. Это для меня не проблема. Но если сильно нужно, человек подождет. Все, всем удачи, всех благ. Пойду на зарядку поставлю. Реально уже дохнет зарядка.